freak ate my snack pack? No. Who did this? Who the freak ate my snack pack? No.
Трам-парам, пам-парам-пам. Микрофон работает? Вроде бы да. Славно. Женьк. Так. Так. Это работает. Все вроде работает. Даже Star Citizen еще не прошелся, меня из сервака не кикнуло. Поразительно, удивительно, хотя прошло 9 минут. Я по-любому был близко. Но я застрял в столе. Эй, свобода. Так, ну здравия всем. Надеюсь, у всех хорошо проходит пятница. В Star Citizen вышло новое обновление. Так, опять. Так вот. Следующая композиция. Уже нормально. Так, в Star Citizen вышло новое обновление. Добавили Mercury Star Runner. Через чуть больше, чем через час начнется IAE. Оу. Здрасте, ребят. Да, International... Или Interstellar. Вроде бы Interstellar. Aerospace Expo. В Невабже. Куда я его тащу? Зачем я его тащу? Гражданин, пройдемте. Те на мертвые написи. Не ожидал, что первое, на что я наткнусь в игре, это мертвые написи на станции. Прям не такой был мой план. Мой план был взять какую-нибудь боевую миссию, допустим, 8 Night Jump, и выполнить ее, пока ждем начала выставки. И да, чуть больше, чем через час и 11 минут должна начаться выставка кораблей. А через... через 7 часов или 6 часов, через, допустим, 7 часов начнется Free Fly ивент. То бишь, любой желающий сможет бесплатно поиграть в Star Citizen. Подождите здесь меня, гражданин. Сейчас мы вас доставим в медицинский... Стоп, я не знаю, где... Где больница тут? Вот здесь есть... Здесь еще и лужик можно заполнять. Ладно. Так, Пайсис, давай-ка. Возможно, сегодня последний день, что ты у меня есть. Пайсис. Возможно. Поэтому почему бы не придать? У всех отобрали фрилансер халявный. Это жалко. Второй пад. Ну-ка. Пройдемте. Сейчас я попробую дотащить тебя до... Какой-нибудь метод деления. С другой стороны кнопка. Камера. Крутись, давай, камера, крутись. Давай. Yes. Нет, иди сюда. Вот. Ну-ка, если я его здесь оставлю. Так будешь валяться, да? Под 2. Эй, ты едешь вместе со мной, славно. Я его не убивал. Это были не мы. Тихо, я тебя спасу. Я тебя доставлю в больницу. Так, ты это... Задержи дыхание, тут вакуум. Тихо, не дыши. Не дыши.
Все будет хорошо. Ты, главное, не дыши. У нас корабль ждет. Кажется, он меня послушался и не дышит. Что я творю? Ладно, я пытаюсь спасти гражданина. Я делаю благое дело. Перетаскиваю его через вакуум. Не, ну а что, не давать же ему шлем. Обойдется. Я и так уже множество раз терял этот шлем, и не хочу терять его еще раз. Да, я хотел полетать, повыполнять какие-нибудь боевые миссии, например, Ignite Jump. Ибо летающая яхта. И этот... найти недостающие части для этого костюма, потому что у меня рукавники другого цвета, мне это не нравится. Давай. Давай. Так, закроем. Так, вот сюда. В грузовой сектор. Карго. Сойдет. Все хорошо. Так, не бабаш. Где не бабаш? Не понял, не бабаш. А, вон же он. Пожалуйста, не влетай в планету. Пожалуйста. Это не то, что я хочу. Эй, мы не влетели в планету, славно. Космопорт, по идее, там. Но от космопорта я его не потащу. Я сяду в Commons. Из Commons поеду в отель. Там вроде рядом с отелем госпиталь. О, оружие отключили. Кажется, музыка громковата. Сделаем тебя потише. Сойдет, идеально. Так, вроде бы на лед теперь нельзя садиться. Вроде бы сквозь лед теперь проваливаешься. Что, блин, обидно. Ну ничего. Меньше придется тащить. А это кто у нас тут? Dragonfly. Не. Landing gear deployed. И аккуратненькая посадочка. Landing complete.
Так. Гражданин, вы все еще здесь? Вы все еще здесь, славно. Пойдемте, гражданин. Пойдемте. Кто-то баллисту тут перевернул. Как? О, наверное, кто-то пытался ее запихать в... Как же его? В Меркури Ресторанер. И Меркури провалился сквозь землю, ибо это он делает, когда пытаешься в него запихать баллисту. И, видимо, баллисту подкинуло. Почему ты льдом не покрываешься? Это нечестно. Или ты настолько горяч? Стоп. Стоп, что я его притащу к экспоцентру, да. Да. Там же куча народу. Может, там найдется медик. Долго я могу прожить вообще? Еще 18 минут. Нормально, нам хватит. Уже весь беленький. Здесь насколько холодно? Да ладно, здесь всего лишь минус 90. Подумаешь. Так, ты там не застревай на лестнице. Молодец. Упс. Нет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Упс. Я на это не рассчитывал. Эй, новые баги. О нет, я на станции. О нет, я на станции, я подмороженный. О нет. О нет, сейчас его своруют. Сейчас его своруют. Не беда, у меня есть второй. Этого уже нет. Нет. Они его заберут. Ну, он, возможно, я ему спас жизнь тем, что притащил к городу. Я, конечно, в процессе почти минуту тащил по взлетной площадке в вакууме. Но это мелочи. Это мелочи. Учитывая, что человек проживает где-то 11 секунд в вакууме. Без средств защиты. Или через 11 он только сознание теряет, а помирает позже. Вопрос. Если кто-то в чате знает,
Подскажите, у вас тут 6 человек. Давай. Давай, иди. Иди ко мне. 5 секунд. Ладно, раз я его потерял, значит я его потерял. Давайте-ка я улучшу свой титан. Expedition. Нет, все это вроде нормально. Щитогенераторы. Абонентовый сайт. НФР-66. Вооружение. Мисалраки. Герой же здравия с возвращением. Совсем куху поехал, его смотрят 2 человека, уже 3. Один из них сам стример, второй бот. Он видит 6 человек. Не, я свой стрим не смотрю, я смотрю только чат, это не считается как зритель. Так что сейчас 2 зрителя показывает. Бот тоже не считается как зрителя. Это на Твиче. Я стримлю еще на 3 других ресурса. В общей сложности 6 человек. А может я и правда кукухой поехал, кто его знает. Так, нет. Это лазер, баллистика, лазер. А, нет, все правильно, я... Это же вперед ставится. Это... Нет, это бок. Где нос? Вот нос. Вот сюда ревенант. Лазер. А куда делись? Эй! Эй! Ладно, тогда гимблы оставлю. И НДБшки поставлю. Они вроде хорошо били, вроде бы. Не уверен. Уже не уверен. Так, и... Нужно снаряги накупить, надеть. Пен. Оксипены. Гранаты, думаю, не буду брать. Мой глаз не отобрали, славно. Иди сюда, читанчик. Ярыч, если вдруг интересен Star Citizen, то сегодня, ну, уже завтра, в час ночи, начнется фрифлай. Сейчас достаточно скачать игрушку и ждать его начала. И продлится он до 2 декабря. Так, мало ли. Стоп. Ангар. 2. По 2. Теперь вопрос. Есть ли вообще задание, которое я хочу взять? Так, Call to Arms. И... Urgent Boarding Action in Progress. Да. Так у меня из игры V4 уже 4 месяца комп не врубается. Что за V4? Впервые слышу. Так, ага. Так, иди.
Блин, сейчас в продаже должен появиться новый кораблик от Kno, от Consolidated Outland, который, по идее, грузовичок. И он по всем статам лучше Титана. Но мне нравится мой Титан. Ну, по всем статам, кроме как у Номбада нету второго входа-выхода. В то время как у Титана можно здесь войти-выйти. И через кокпит войти-выйти. Что-то сюда добавили. Поплавок, здравия, добро пожаловать. Где лучше всего стартануть новичку? Главный вопрос, ты купил игру или ты про фрифлай, бесплатные полеты? Потому что если фрифлай, то вариант один, это на микротеке. Да, купил или да, бесплатно? Просто да. Игра есть, и быстрее всего бежать до порта. Быстрее всего бежать до порта в Лорвеле. Из стартовых локаций. Быстрее Лорвела только Порт Лисар, но на нем больше нельзя спавниться. Конечно, послал про 24. Да-да-да. Это я видел. Чего хотел? Карта, приди сюда. Где задание-то? Понятно, трек поломался. Серьезно, прямой прыжок есть? Нет, это мой Пайсис. О, правда, прямой прыжок туда. Вот сюда. Близко, удобно. О, сейчас мне будет больно. Почему на высоте 100 километров у меня отображается вот эта угловка по отношению к планете? Зачем она мне на такой высоте? Уберись. Упс. Это что вообще? Atlas Black. Славно. Так, прощайся со щитами. Воу. Так, на фоне небо с тобой плывет. Тихо, 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 тихо. Во, у тебя дверь открыта. Почему? Или я его вывел? Что-то сервер очень лагучий. Не надо, сервер, живи. Так, на минус 3. Эй, вы не считаете частью этой миссии, славно. Надо побольше эти пушки запихать. Эти же только побольше.
Да, скорее бы новый UI, чтобы можно было видеть, куда ты целишься. На фоне белом. А где корабль? Вот он. Тю-рю-тю-рю-тю. Так, ну с этим покончено. Остались вы, ребят. Блин. Хорошо так лагает сервер. Надеюсь, на мне есть шлем. Эй, на мне есть шлем. Давайте-ка музыку поменяем, пока я не зашел никуда. Давайте вместо хайпа просто синвейв, как обычно. Где он? Тю-дю. С музыкой. О, с голосом, если будет. Yeah. Вот, вот. Сезам. О, это скейпрафт. Это не вход. Вот вход. Ёкомно. Да ё. Нормально же зашел, ну ладно. Потом управление подправлю. Спасибо, что умер. Здесь пусто. Здесь пусто. Вот толстый. Воу. Тихо. Чтоб тебе перезаряжайся. Перезарядился. Спасибо. Фак. Вау, он косой. Откуда он по мне стрелял? Понятно. Эй. Спасибо. Не, стоп. Это то же самое, что у меня. То же самое, что у меня. Ладно, фиг с ним. Здесь никого. Тогда проверим этот этаж. Взлома здесь нет. Блин, наверное, он на самом первом этаже. Оп, нет, вот он. Эй, я тебя нашел. Теперь с тобой взаимодействовать, если на тебе не видно экрана. Эй, побочку выполнил. Это 8000. Спущусь-ка вниз со мной. Извиняюсь. Нет, стоп, кажется... Не-не-не-не, все верно.
здесь вот лестница вниз. Просто в самый низ. Мерек здравия. Здравия, пришел писать в чат и смотреть на мой арт. С чатами уже закончил. Оперативность. Черт, пушку наверху оставил. О. Здрасте, ребят. Воу-воу-воу. Почему я такой толстый? Так, ну эти готовы, ребята. У вас есть какое-нибудь нормальное оружие? У вас у всех P8. А у службы безопасности... А! Эй! P6? Кажется, это P6. Пофиг, оно теперь у меня. Оно без патронов? Оно с патронами. Злой лифт. Привет, я тебя здесь не помню. Так. Опустить. С тобой можно взаимодействовать? О, они, кажется, это прикрыли. О, нет, они это прикрыли. Нет, за что? Раньше можно было активировать эту кроватку и использовать как место спауна. Это МРТ, это медкровать. Не помню, правда, какого уровня, второго или третьего. Но на них можно спавниться, если помираешь. В некоторых кораблях они есть. О, привет. Ау! Фак. Где он? Не понял. Так, извини, дай-ка пушку. Спасибо. Не, лучше вот эту. Спасибо. Есть патроны? Есть. Я могу тебя поднять? Нет. Еще 4 человека. Скорее всего, они на самом... На самом верху, ага. Dusty Space. No Russian. Cheers. Hello. And welcome to my stream. Well, if you have any questions, well, feel free to ask. I'll try my best to answer. Сам откройся. Пусто. Все-таки они, наверное, в баре все. Да, видимо, они все в баре. Прощай. Да. Ой, нет, это лифт. Не-не-не, я не хочу лифт. Я хочу лестницу. Лифт едет зло. О, тут пушка должна валяться, вот она.
Полный автомат. Иди сюда. Может, откроешься? Ты... Эй. Эй. Фак. Ну, теперь обе эти пушки здесь. Пофиг, воспользуюсь лифтом. Скорее всего, провалюсь. Эй, все обошлось. Неужели они это пофиксили? Вряд ли. Крайне в этом сомневаюсь. Так, а что, Барта не здесь? В Барта только на лифте можно попасть. А, нет, стоп. Что здесь? Чего? Привет. Где-то еще один. У вас по 8? Да, у вас по 8. У вас. О, один может быть здесь. И его здесь нет. Что? Не знаю, проверю туалеты. Через многофункциональное слово это и привет, и здоров, и... Ну, в смысле, как наше... Здравствуй. Это может быть и тостом, это может быть и... Просто приветствием. Может, они теперь здесь спавнятся? Было бы прикольно, если бы они теперь здесь спавнились. Но что-то в этом сомневаюсь. Водичку забрать. Не знаю, в ванной? В ванной нету. Это слоник, в моем словарике его нету. Скорее да, чем нет. Я не помню, где последний? Ну-ка, может он... Тут в ваннах сидит. Мало ли. Или может быть такое? Нету. Вроде мертв. Вообще я не проверял этот этаж. Может быть в сауне. Но в сауне его нету. Интересно, добавит ли возможность менять
Плечо. Мало ли, вдруг это ловушка была. Но нет. Подозрительно. Мне еще пистолет без прицела и глушителя. Это омерзительно. Вообще, думаю, сниму-ка я глушитель. Поставлю вместо него тебя. А, нет, ты просто вспышку убираешь. Не-не-не-не. Мне компенсатор нужен, не это. Йоп. Четвертый. Ты. Первый. Ты. Не. Теперь еще один новый магазинчик вешать. Блин, ну проблемно будет, когда для этого придется возвращаться на корабль. Как минимум на корабль. Если ты взял с собой на корабле запасные магазины. Зам, откройся. Выпусти меня. Спасибо. Так, я это не проверял. Нет, здесь его нет. Я инженерик не проверял. Вот что я не проверял. Вот где он может быть. Я не проверял морозилку. Хотя морозилка вроде прозрачная, там дверь. Я вроде бы увидел бы его. Сейчас посмотрим. Я инженерные комнаты не проверял. Сканирования нету. Нет, в морозилке его тоже нет. Ну и славно. Значит, наверное, он в инженерных сидит. Суд начало 30 минут до начала ивента. Что за звуки? NPC реагирует на свет фонаря. На свет фонаря да. На лазерную каску нет. Они также реагируют на фонарик, который можно повесить под ствол. Я потом сейчас с фонариком и бегаю, чтобы он выдал себя. Еще я не понимаю, почему я такой толстый. По мне столько раз попадали, я все еще жив. Я должен был давным-давно помереть. Нет, там сразу лифт. Если можно в лифте? Нет. Так, я сдаюсь. Здесь его нет. Там его нет. Не открыть. Так, ладно, пройдемся по кругу обратно. Всем комнатам. О, нет. Здесь должны быть ганраки, но их зачем-то убрали. Я не знаю зачем. В лифте он не заперт. В минотеке тоже никого. Я знаю, где он может быть. Но он не здесь. Твою налево.
Не, ну там он не может быть. Ну никак. Да, его здесь нет. Здравия с возвращением. Он может быть в скрытой каюте. Какой еще скрытой каюте? Может ли он быть в корабле? Что-то я уже подумал взять гранату и кинуть ее в корабль. У меня граната есть. Знаете что, так я и сделаю. Ибо почему бы и нет, верно? Верно. Нет, это здесь вешается. Гранатка, у меня всего 188. Бум. Я понимаю, что мы в вакууме, но в шлемах встроена система типа воспроизведения звуков, которые должны были быть, но не дошли, потому что вакуум. Где бум? Знаете, что я не буду к этой штуке подходить. А то она может в неподходящий момент сделать бум. Пройди к перекрестку, где лестница в рубку и ресторан. Окей. Сейчас я эту палубу закончу. Может, он в какой-нибудь из кают прячется. Один раз такое у меня было. Эвик, здравия с возвращением. Давно тебя не видел. А дела чего нового? Подходящая композиция. Давайте сделаем их громче. И почему бы нет? Ага. Блин, у персонала 3 ванны разные. Ух, жирно живут. Не, ну, на этой палубе его точно нету. А, ты про кают-капитана. Кают-капитан я уже проверил. Ну, кают владельца корабля скорее, не капитана. Я не пользовался этим лифтом. Нет его в лифте. Он может быть внизу этого лифта. Это я не проверял. Ну ладно, пройдем по этому этажу пока. Того нет. Того нет. Того нет. У меня дело неплохо. Завтра поеду делать... вакцинироваться. Парам-парам. Стар-детектив. Паршивенький из меня детектив. Куда он делся, блин? Скорее всего, он провалился в какую-нибудь стену и сидит там. А. Это что такое? Hub-module. Понятно, это какой-то центральный терминал. Может, он сюда убежал? Оу. Он может быть в шлюзе там. А может и не быть. Тут его нет. Твою налево.
Я уж прям совсем обыщу комнаты. Я бы искал в окрестностях корабля. Знаешь, да, я думаю, ты прав. Мало ли. Фиг его знает, кто это. Может, я кого-то из вас не убил? Не, ну ты точно мертв. Пушку уронил. Ну, мало ли. Так, мало ли. А что за игра? Про что она? Это космическая песочница. Симулятор жизни в далеком будущем, где космические перелеты — это обыденность. Ну, во всяком случае, такое они хотят сделать. Пока что есть всего одна система. Куча кораблей зато. Огромная куча кораблей, которые можно купить за реал. И большой процент этих кораблей можно еще в игре купить, но... Не в этом суть. Суть не в этом, суть в покупке за реал. Ладно, шучу. Не, все-таки его здесь нет. Сейчас я просто прохожу миссию по зачистке этой яхты. Миссия называется Urgent Boarding Action in Progress. Я, по идее, должен найти последнего из 20 чуваков, которые ломились на этот кораблик, но я никак не могу найти. Кстати, если интересная игра, то сегодня в час по Москве начинается Free Fly Event. То бишь игра становится временно бесплатной до 2 декабря. Можно бесплатно ее скачать. Кину-ка я ссылочку. Ее можно будет бесплатно скачать, установить и зайти. Всем участвующим будет бесплатно предоставляться кораблик из 100-й серии от Origin. Это маленькая типа бэха будущего. Только белая, а не черная. И в игре также будет проходить выставка кораблей. Каждые 2 дня будет меняться список производителей, которые выставляют свои корабли. И выставленные корабли, большую часть выставленных кораблей можно арендовать бесплатно за 0 кредитов. И попробовать их в игре. Это твою налево, где он? Пойду-ка я в бар. Бар. По-любому где-то здесь застрелен. Я же уже все проверил, да? Притом по несколько раз. Ты точно мертв? Ты точно мертв. Пусть ты и пассажир, но мало ли. Не. Нету его. А так, цель игры сделать песочницу, в которой игроки уже будут сами создавать себе геймплей. Ну, помимо геймплея, который будет создаваться кучей виртуальных неписей, которые будут взаимодействовать друг с другом. Они будут разделены на пиратов, службы безопасности и обычных гражданских, и их взаимодействие будет спавнить квесты, и на их взаимодействии будет держаться экономика игры. Она лагает на жестком диске. На жесткий диск лучше ее не ставить. Крайне рекомендуется SSD. Жесткие диски не поддерживаются официально. Так, ну я его не могу найти.
Последняя мысль, где он может быть. И он и тут. Я сдаюсь. Но мне только такой. О. Не, можно на жесткий диск, просто тогда количество багов значительно увеличивается. Кстати, про кораблики в этой космической игре. Этот кораблик — это 890 Jump. Это космическая яхта. С двумя ангарами, в которые можно загнать маленькие другие кораблики. С палубой под обслуживающий персонал. И двумя палубами для гостей. Я тут поищу его, просто мне кажется, он выпал наружу. Не вижу его. Потому что по мне точно кто-то стрелял. Знаете что? Упс. Нет, тут его нет. Я бы залез в самолетик, уже залез. Это 300-я серия Origin. Корабль 300-й серии. Самолетик. Я, блин, сдаюсь, я не знаю, где он. Служба безопасности. Бывшая. Что от нее не осталось. Ладно, валим. Миссия провалена. До начала выставки осталось 15 минут, славно. Хорошо было бы, наверное, снизу проверить каждый лифт. Слегка багованное стекло. Не, его и здесь нет. Фиг с ним, все, валю. Так уж и быть. Им удалось захватить этот корабль. Все, все, я сдаюсь. Нет. Пока. А да, Star Citizen — это ММО-игра, но помимо ММО-игры разработчики еще делают однопользовательскую игру Squadron 42, которая по сути является приквелом Star Citizen. Star Citizen ты будешь играть за потомка чувака, за которого играл в Squadron 42. Ну, одного из потомков. У него, видимо, было дофига потомков, раз все, кто поддерживает, все, кто будет играть в Star Citizen, будут его потомками. А это мой кораблик, на котором я сюда прилетел. Это Титан маленький. Вообще он позиционируется как курьерский корабль. Я бы сказал, что он еще и патрульный корабль. Так, эти краши быстро на ПТЮ. ПТЮ... Все, ПТЮ больше нет. Это лайфбилд того, что было на ПТЮ. Не вижу его здесь, пофиг. По-моему, здесь еще какое-нибудь задание. Это отменим в уях.
Abandon. Remove claim jumpers. Нет, спасибо, это я не пройду. Протег... да. Протег надо выполнить. Где он? Дай угадаю, ты меня по этому заданию на Херстон ведешь. Ладно, слетаем на Херстон. Почему нет? Надо взорвать яхту. Вообще, вроде бы, если я атакую, мне дастся краймстат. А я не хочу краймстат, я хочу... О, нет. Я не крашнулся. Я не хочу краймстат, я не хочу в тюрягу. Я хочу на экспо посидеть. Прощай, микротек. Так, во имя науки, был ли он там? Смею предположить, он провалился в какую-нибудь стену и сидел в ней. Хотя... Я даже... Я думаю, он был в главном ангаре. Ближе к носу корабля. Где-нибудь в стене. Потому что оттуда по мне стреляли. Я так и не понял, кто, откуда и как. А тут нет никаких перков, отображающих врагов? Не-а. Даже не уверен, будут ли сканы, отображающие... типа подсвечивающие врагов. Ну, вообще, кого-либо. Корабли, да. И, наверное, титан-сьюты. Титан-костюмы. Их, наверное, тоже будет подсвечивать как технику. Но на людей в обычных скафандрах, думаю, нет. Нет, слишком маленькая сигнатура. Я просто таблетки пью, извиняюсь. Вроде бы здесь. Блин, я, видимо, очень давно не был на Титане. Я не помню, чтобы мне были видны модули. Йоу, и квантовый двигатель. И пауэрплан. Оу. Когда это добавили? Так, мне интересно теперь. Не, мы все еще летим. Тут, видимо, очень крепкое стекло. И славно, и хорошо. Хорошо в игре пока нет рикошетов. Так, мне аптечку надо одеть. И магазинчики. У нас миллионов километров осталось. Какой самый выгодный квантовый двигатель?
Так. Вот, нужен мне список и... Атлас самый эффективный. О, у меня есть Атлас. Окей, долетим и поменяю Атлас. На Атлас квантовый двигатель. Мне кажется, экспедиция стоит. Да, по скорости это мне немного добавит. Прям совсем немного. Не знаю, есть какая-нибудь альтернатива получше? 13 эффективность. Можно бикон или сирену, что-нибудь такое. Где бикон можно купить? Упс, не то. Блин. Воу. Aegis Titan. Квантовый двигатель. 60 миллионов километров. — 148 километров в секунду. Апгрейд того не стоит, можно раш поставить. На нем вот из порта Лесара до микротека не долетит даже. Печально. И, кстати, долетел. Ладно, пофиг, сперва миссия. Ты издеваешься? Ладно. Арк. Вот МК. Ай, заработала. Спасибо. Ой, блин, я надеюсь, это атмосфера. Ой, надеюсь, я пролечу через атмосферу, а не планету. Атмосфера. Славно. Привет, Хорстон. Пока, Хорстон. Сказал бы я, если бы далеко от тебя отлетал, но нет. Ау, да, экспо через 4 минуты начнется. Йоу. Выполнитель миссии открывает миссия охоты на преступников. А счет нет. Блин, ты далеко. О, другое дело. Ты на чем? На мустанге, славно. Не славно. Не-не-не, не смотри на меня. Молодец.
И теперь летим обратно. Потому что ивентик... А, стоп, зачем лететь обратно, когда я могу сделать так? Был красивый Виктус. Нет красивого Виктуса. Апон выйдет. Ну, видишь, пока игра стабильная. Пока игра стабильна, он... Кажется, я накаркал. Кажется, у меня черный экран. Твою налево. Кажется, я накаркал. Ладно, подождем. Подождем. Ёп, черный экран. Твою налево. Нет. Окей. Демон Тимон. Привет, как игра. Еще печенек. Ладно, еще печенек за краш. Эй, игра не крашнулась, не приходится закрывать. Стоит демку сейчас качать. Это не демка, это просто доступ в альфу. Я бы советовал скачать, если ты фанат космических игрушек. Если тебе нравятся космосимы, или если тебе нравится sci-fi в принципе, научная фантастика, то я бы советовал качать. Сейчас заодно пройдемся по базе. По тому, что да как начинать и тому подобное. Сейчас я свалю отсюда. Здрасте. Опять здесь мертвый человек. Что вы тут, блин, делаете? Ужас какой-то. Что интересно, один пайтис у меня там на поверхности стоит. Сейчас второй туда пригоню. Только на этот раз я его посажу. Оу. Все, сервакам плохо. Все, сервакам нехорошо. Насколько им нехорошо? Ну ладно, не настолько нехорошо, что сервер упал. Нет, он еще жив. Давай. Давай, сервак, я в тебя верю. Дай мне заспавнить любой кораблик. Видимо, нет. Видимо, этот сервак все. Ладно. Пойдем на другой сервак. Где сейчас народу мало? В США сейчас народу много. В Австралии, наверное, сейчас народу мало, да? Пойдем на австралийский сервак. Жалко, азиатского нету. Там сейчас точно народу мало будет. Там уже ночью. Демон, если есть вопросы по игре, то нас спрошу. Так просто, я не знаю, что ты знаешь о ней, чего не знаешь. Что, у меня загрузка долгая. Подозрительно. Так, серваки в принципе живы еще.
Сейчас глянем. Да, серваки живы. Ладно. Если верить их статус страницы, серваки живы. Батя, здравия, добро пожаловать. Silverhand. Ух, киберпанк близко. 10-й. 10-й вообще какой день недели? Блин, это четверг. А, ну отлично, в четверг он выйдет, в пятницу, субботу, воскресенье я буду стримить. План? Похож на план. Ну, надеюсь. Надеюсь, что удастся. Не. Что-то с игрой не так. We have important news на желтом фоне. Нет, не надо. Блин, даже если это будет... Оу. У них серваки помирают, я так понимаю. Я сейчас открыл лаунчер, и он не может подгрузить эти новости. Кажется, Star Citizen все. Да, и сервак и... Да, у нас есть подтверждение. И сервак, и сайт... Все, мертвы. Это похоже на DOS. Это очень похоже на DOS. Это краш, а это не краш, это DDoS. Запускайте пон. Скорее выпускайте пон. Я посижу на этом экранчике, а вось оно... Ну-ка, попробую-ка я на сайтах зайти. Прошлый ивент, на котором я был, это этот... Не в Акате, как же он... Неважно, посвященный флоту IAE. Там сервак... там игру тоже досили. Ну-ка, проверю, правда ли лежит сервак. Да, сервак лежит. Парям-парям. Пам-парям, сервак лежит. Ну, не знаю. Давайте попробуем оживить сервак силами пон. Чу-ру-чу-ру-чу. На, все, колдуй здесь. Так, ну отлично. Чем же позаниматься, пока не разносят серваки? Во-первых, надо, наверное, переименовать стрим. DDoS в первый день.
первый, а не в первый. В первый день выставки. Печально, конечно. Притом в самое начало, ровно в 7 начали. На, Мерек, исполнилась твоя мечта. Теперь ты видел пон. Ух. Ва, у нас кто-то... У нас один человек в организации хочет купить 3 этих... Ориона. Стоп, что-то произошло? Нет, ничего не произошло. 3 Ориона. Орион стоит $575. Ладно, побегу, пока все приятного просмотра игры. Спасибо. Авось серваки живут, авось их отпустят. Она прозрачная. Она частично прозрачная. Все, кроме головы и копыт. Даже не так, все, кроме головы и кончиков копыт. Стоп. Люди есть на серваке. Люди как-то пробиваются в игру. Что? Что? Так, я убиваю игру. И запускаем ее заново. Я, конечно, видел сообщение о начертании пентаграммы блоком раньше. Не мог подумать, что это выглядит так. А как ты думал, это выглядит? Не, у нее, конечно, есть срок. И она, в принципе, вольна делать что угодно. Давай, Пон. Я верю в тебя. Ты сможешь починить Star Citizen. Блин, Launch Game вообще ни на что не реагирует. Вопрос. Почему? QRS. Батя, спасибо, что нажал на сердечко и решил вернуться в следующий раз. Благодарю. О, не, кажется, я зря убил игру. Ой, кажется, я зря убил игру. Она теперь не запускается совсем. Нет. Запускайся. Зачем? Живи. Живи. У нас есть чем заняться. Так, музыка. Уи. Молодец. Где браузер? Вот браузер. Так. Он сиди пока тут. Это что за звуки? Откуда они вообще идут? Это лаунчер Star Citizen, точно. The Intergalactic Aerospace Expo is continuing its tour of Stanton, landing on the snowy slopes of Micro. Не-не-не, погоди. Вот. Вот что я забыл нажать. For $29.50.
For 2950, the Intergalactic Aerospace Expo is continuing Вот что its посмотрим. tour of Stanton, landing on the snowy slopes of Microtech. And while the weather outside may be frightful, the offerings at the Tobin Center are nothing short of delightful. Welcome to Whitley's Guide. Как мне это нравится, эта, не знаю, поделка на Here in the Top Gear. consolidated Outland Pavilion, they're gearing up Так. to unveil Silas's all-new Nomad. О, The ship that Nomad. couples a welcome dash Очень of интересный корабль, я unconventional хочу посмотреть на design него with bare лично. bones, no frills performance under the hood. I had the powers that be at Whitley's arrange some hands-on time with the ship ahead of its release, so I could go on a good old-fashioned excursion. From my very first glimpses of its hull, I've been bit hard by the travel bug. As we prepared for our trip, Это крохотный Jimmy грузовой got кораблик. intimately acquainted with the Nomad's 24 SCU capacity external cargo hold. Well done, Jimmy. Over there with the other ones. Out here, finally free of the shackles of civilization, edible food, and air traffic laws, we were able Единственное, мне не нравится, что у него to открытый flex the грузовой Nomad's отсек. В muscles. смысле, абсолютно открытый. Там нет ни перил, ничего такого. Silas was going on about, eh? Even triple shields are no match for reckless flying. Remember that, kids. How's it looking there, Jim? After sharing a few campfire stories, Jimmy and I decided to turn in under the stars. What was that? Jimmy? Jimmy? The onboard bed provides that extra level of security someone of my stature is used to. And convenient access to the laser repeaters made me rest extra easy. As our expedition came to a close, I couldn't help but feel that I'd tasted true freedom, which, coming from a person who gets pretty much everything he wants, is saying something. Черненький As I есть. spooled up the quantum drive one last time, Пусть сейчас I обратил knew внимание. I'd returned to civilization, a changed man, and that I'd never needed a shower so badly in my entire life. And here we are, Jimmy, safe and sound at IAE 2950. Now, it looks like they're getting ready for the official announcement, so take over, would you, Jimmy? I've got to get over to the VIP lounge before the open bar closes. Скайрана, здравия. Все раки лежат. Стоп, что? О нет. О нет. Они не показали рекламу. Они рекламу не показали. Как дела? Неплохо. Кроме того, что все раки Star Citizen дидосят, скорее всего. Поэтому все лежит, все не работает. Печаль, беда. Так что мы сейчас посмотрели рекламку. Так, проверка все еще дидосит. Launch game. Launch game. Блин, если я лаунчер закрою, то тогда все, я его не смогу обратно запустить. Залогиниться не смогу. Черт. Так. Star Citizen News. Это уже было. Update. А я думал, это игра. И это была рекламка, так? Давайте-ка еще обратно запустим. Это реклама ивента, который сейчас проходит в Star Citizen. Это ежегодная выставка кораблей на одной из планет, во время проведения которой можно арендовать выставленные корабли абсолютно на халяву. Также во время этого ивента проходит Free Flight, то бишь игра временно становится бесплатна для всех, и можно просто качать ее и играть. Для этого сейчас скину ссылочки. Пора. Ну, прошу. Регистрируемся, не обязательно с рефералкой.
Скачиваем игру, начинаем на микротеке, там будет проходить выставка кораблей. Арендуем кораблики, пробуем их, если интересно. The Intergalactic Aerospace Expo is continuing its tour of Stanton, landing on the snowy slopes of Microtech. And while the weather outside may be frightful, the offerings at the Tobin Center are nothing short of delightful. Welcome to Whitley's Guide. In the consolidated Outland Pavilion, they're gearing up to unveil Silas's all-new Nomad, a ship that couples a welcome dash of unconventional design with bare-bones, no-frills performance under the hood. I had the powers that be at Whitley's arrange some hands-on time with the ship ahead of its release, so I could go on a good old-fashioned excursion. From my very first glimpses of its hull, I've been bit hard by the travel bug. As we prepared for our trip, Jimmy got intimately acquainted with the Nomad's 24 SCU capacity external cargo hold. Well done, Jimmy. Over there with the other ones. Out here, finally free of the shackles of civilization, edible food, and air traffic laws, we were able to really flex the Nomad's muscles. Watch this, Jimmy. Let's test out these triple shields Silas was going on about, eh? Even triple shields are no match for reckless flying. Remember that, kids. How's it looking there, Jim? After sharing a few campfire stories, Jimmy and I decided to turn in under the stars. What was that? Jimmy? Jimmy? The onboard bed provides that extra level of security someone of my stature is used to. And convenient access to the laser repeaters made me rest extra easy. As our expedition came to a close, I couldn't help but feel that I'd tasted true freedom, which, coming from a person who gets pretty much everything he wants, is saying something. As I spooled up the quantum drive, one Два last полевых в лобовых от столкновения. Ну слушай, это... civilization, a changed man. Вся его передача — это отсылка на Топ Гир. А в Топ Гире тоже иногда добавляют всяких повреждений, так что... Это вполне подходит. Ты видишь, возможно, он нормально сел. А потом они для красоты добавили парочку дырок. Типа, повреждения визуально были слишком малы, и они такие, проделаем еще пару дыр. Jimmy, safe and sound at IAE 2950. Now, it looks like they're getting ready for the official announcement. Я тут сижу, обновляю официальный YouTube Star Citizen. Все надеюсь, что они... Но они не запускают рекламу. Почему-то Номада. Ладно, раз рекламу Номада они не запустят. Запустим, покажу-ка я рекламу другого корабля от Consolidation Outland. Воу-воу-воу-воу-воу. Нет. Нет. Нет, никакого автоплея. Здесь вот эта рекламка есть. Копировать адрес ссылки, а не скачать ссылку. Понятно, я не могу взаимодействовать, пока у меня открыто это. Сделаем так, так, так. И вот так. Это в каком году она? Это 3 года назад. 3 года назад последний корабль от Consolidated Outlands был показан. Ух!
У них все в игре пока, ну, всего пока запланировано 3 корабля. Теперь 2 из них будет в игре. Сделай-ка тебя погромче. Merely a backdrop of our day-to-day life that it's easy to forget what they mean. That one. That little dot right there. That's Bremen. This one over here, that's Saul. Think about that. Just a handful of these dots represents the breadth of human expansion. Another handful, and you've got Bannon, Jean, even Van Duel systems. That's everything we've ever known. Every piece of art, every life, ever, right there. In 2 handfuls of dots. And that means there's so much more to find. Behind every one of those points of light is a story waiting to be discovered. Now, in our distant past, it was the province of governments to explore. Блин, сейчас игра лучше выглядит, чем это. Это рекламка. Во всяком случае, модельки персонажей. Ух. But then RSI introduced the Zeus. And suddenly regular people were able to explore our solar system, allowing an unprecedented amount of knowledge to be discovered. When Nick Croshaw discovered the first jump point, the modified scanner array that allowed him to search for jump points were far too expensive for the civilian market. But once that technology was refined and open to the public, what happened? That's right, an era of expansion that led us from this to this. Рекламки у них все-таки крутые. And that's how it's always been. Это все-таки чертов Илон Маск мира Star Citizen. Whenever innovation has put technology in the hands of the people, it has heralded sweeping discoveries. Because power in the hands of many will always Ну, exceed типа, the power чертовски богатый чувак, который внезапно решил, что хочет делать корабли. in systems. И начал просто кидать в это немеренное количество денег. И при этом корабли он делает, ну, Because right now, он позиционирует свои корабли как прогрессивные, доступные и для распространения, типа человечества по вселенной. Вы мне простили терраформирование? Пока. Угу. Ну, удачи. Albert Einstein, the man who redefined human understanding of the universe, he once said, "The person who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The person who walks alone is likely to find himself in places no one has ever seen before." An insightful sentiment meant to inspire thinkers and creators to push the boundaries of their understanding. It was, after all, said 1,000 years ago, before humanity had left our homeworld. So clearly he was speaking metaphorically. Today, as I just showed you, the unknown is out there, waiting to be discovered. For those that are looking for those places that no one has seen before, they are faced with a daunting challenge. What do you do when you get there? Up until now, it's been the province of governments and corporations to pave the way for sustained habitation. The power has been in the hands of the few. What if I offered you the ability to build your own settlement? To bring civilization to the most untamed of frontiers? A colony ship in the truest sense of the word. But I'm not talking about just transporting people, no. I'm talking about an all-in-one solution designed to build modular structures based on your needs. Capable of building a farm or a habitat, a trading post or a mining operation. I mean, that'd be crazy, right? Allow me to introduce the Pioneer. Просто огромный летающий завод по постройке колоний. И у нас их несколько.
with that, let the new age of colonization begin. Парам-парам-пам. Отмена. Не надо мне тут другую рекламу показывать. Ишь. Ишь. Я могу захватить лаунчер? Скорее всего, нет. Ну, давай попробуем. Лаунчер? РС лаунчер. Не, РС лаунчер не захватывается. Идеаль. Вернем музыку. При этом хорошая музыка играет. Ах, печаль и жалость. Сколько уже 30 минут дедосит. Сколько стоит дедос ферма? Так, ради интереса. Ну-ка. Ну-ка, спросим Гугла. А он дешевый. 18 баксов в час. В районе 25 баксов за 1000 машин. Это на час. Это очень дешево. Интересно, кто дедосит? В смысле, зачем? Зачем на это тратить деньги? Не, ну... Не, все-таки зачем? Я знаю, что я сделаю. Давай тебя над браузером расположим. В браузере попробуем это открыть. Удачи, не откроется. Не, ну рано или поздно загрузится. Я вижу махонькую подпись. Можно посмотреть другие авторы. А другие авторы, естественно, можно. В целом я создал целую папку для артов с ней. Так что если кто-то где-то когда-то будет ее рисовать, я буду ее кидать, и она будет появляться каждый раз, как что-то ломается.
Так, это живая? Да, вроде бы это та группа, что нужна. Славно. Пам-пам, парарарам, пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так. Сервак все лежит. Игра все не запускается. Эй, появилась надпись. Чинипон. Чини. Знаешь что? Мы тебе чуток уменьшим. Пам. Идеально. У кого-то работает. Я вижу, что у кого-то работает, но у меня не работает. Я пытаюсь пробиться. Видимо, дедосит из России. Поэтому все российские IP сразу в блок встают. Ну, смею предположить, почему меня не пускает, а кого-то пускает. Ну, когда с серваками станет получше, картинка позади полностью изменится. Вообще цвета их сайта очень хорошо подходят тут. Я хотя бы почнут, почитаю. Эти баги были. Поправили несколько багов с этой серии от Origin. Что, наверное, прикольно. И если только у меня были корабли с этой серии от Origin. Но мне их нет. В общем, надо было мне оставаться на серваке. Сидел бы сейчас там, смотрел бы в окошко
невозможный, без всякой возможности взаимодействовать с чем-либо. О! Наконец-то. Наконец-то обновился статусный сервер. Currently investigating an issue related to heavy load on RSI platform. This outage will prevent access to the RSI website, Play Store, Spectrum, and the RSI launcher. Players already in game should be unaffected at this time. Oh. Да, мне стоило оставаться в игре. Вот как они все еще в игре. Зерязя. Ну, кто ж знал. О, круто, у этого сайта прозрачный фон. Значит, я могу его подвинуть. Hell yeah. Тут пока буду продолжать спамить Launch Game. Это вряд ли поможет. Но мало ли. То бишь... То бишь дедосят не серваки игры, а сервак, отвечающий за лаунчер. А на том же серваке еще находится их сайт. Им бы разделить это дело. Чтобы хоть что-то могло жить отдельно друг от друга. Нет? Да? По-моему, да. Звучит разумно, да? Запускайся. Запускайся. Они хотя бы подтвердили, что... Эй, да, у нас ошибки. Major outage. Люди в официальном Discord-канале негодуют. И справедливо. Знаете что, пока мы тут сидим, давайте я сделал небольшой перерыв, у меня чай кончился.
Ну, к тому же 2 часа прошло. А у меня кончился чай, схожу, сделаю себе чайку, чуть по-быстрому перекушу. Кажется, мне там колбасу оставляли. Пойду проверю. Было бы хорошо, если там была колбаса.
Рам-парам. Лестер, здравия с возвращением. Мерек тут серваки опять поломал. Только на этот раз прям все. Ну ладно, не все, просто самый главный. Я говорил, что если игра не крашнется, то он придет и поломает сервак. Я предупреждал. А так все и случилось. Так, все еще лежат. Да, еще как. Посмотрим кнопку Launch Game. Не спамится. Вообще на внимание. А у тебя как дела, Листик? Что нового? Уже сервер оживай. Он работает лучше. Пон эффективнее воскрешать серваки. Блин, надо Пон заменить на Мерека. Только сделал так, чтобы Мерек не ломал серваки, а наоборот чинил серваки. Я не знаю, сработает ли это с Мереком. Скорее всего, нет. Swept away on this sea of change. Thoughts ricochet, waves and gone. My past mistake, lost but unafraid. Swept away on this sea of change. Thoughts ricochet. Блин, люди в Warframe играют там. Так, а что у нас называется? А, наши War Thunder пошли, ну естественно. Ну, разумеется. Так. У нас есть чем заняться. Так, Пон, ты сиди, чини сервак. Я могу еще один источник добавить? Могу, конечно. Браузер.
Парам-пам, парам-пам-парам. 1080 идет. Hello, everybody. This is an audio test. This is the sound of my voice. Ай, Джаред. William Garmin, what's your voice sound like? Hello, sounds like this. What's your favorite Pokemon, William? I don't know. Pikachu. Let's go basic. I haven't played the game in ages. That is very, very basic. Yeah. Dan, what's your favorite Pokemon? I don't have a favorite Pokemon, especially because I don't really know what Pokemon is, other than it's a game that some people play. I've had no involvement with this game whatsoever. Fair enough. Fair enough. Francesco, save it. So I think I have a lot of Pokemon that I like. Pikachu with the special one is definitely one that I like, but I like Dragonite as well, and possibly Идеально. a couple of my man, it's like the Упс. the Упс. Dialga is the other one. That's one. Really like. Andrea, do you have any Так, idea what это we're talking about? заблокировать. I don't know what that Заблокировать. Pokemon is, Оп. but my favorite one is Jigglypuff. Ну так вот, будем kind of- посмотрим Star kind of Citizen sums Live. up me perfectly Ибо pink, почему бы и нет. very kind of Сегодня jiggly, они будут говорить something, про and искусственный he's got a- I love the интеллект. fact that he's got a Искусственный microphone интеллект that is и not ты. just a microphone, but also a Ну, скоро. marker pen. It's like, who invented a combined marker pen microphone and then gave it to a random creature in the wild? I don't know. Dialga is this kind of like I need to Google huge. this now. Wow. So singing everyone karaoke, I'd love to do that. Andrew has some serious thoughts on that. How about you, Andrea? No, I don't frequent any Pokemon in my private life or public life, so I never met any Pokemon in person. So Not yet. You look like not yet, but I mean, you so look like the target audience for Pokemon, though. У. okay, I live in this chat. I was going to say Uh, Lady Gaga because you can poke her face, but that's Oh, All right, guys, that does it for our audio test. I will say that we are aware of what's going on with the website. We're aware of what's going on for the servers. None of the folks хорошо. here in this show, myself included, have any involvement of that, so we don't have any more information about it than you do right now. But hang ладушки. tight. As usual, there are top people working on it, and I'm sure it'll be restored. Не, послушать про искусственный интеллект мне Or интересно, at least потому as soon as что possible. Thanks. We'll see you in about 2 minutes. я хочу знать больше, что они собираются отдать на растерзание искусственного интеллекта. Так, у них аудиотест завершился. Вернем музыку. Сделаем ее потише. Сделаем погромче, потому что это Miracle of Sound. Твою налево. Сделал потише. Miracle of Sound. Ладно. Искусственный интеллект интересен, потому что очень интересно, как сделают команду. Потому что в команду можно будет нанимать NPC. Фиг его знает, как это будет работать. Будут ли они стационарные, либо будут они подвижны. Потому что если они стационарные, то для кораблей нужно будет очень много инженеров, то бишь по инженеру на комнату. Если они будут подвижны, то искусственный интеллект должен быть очень хорошим, чтобы инженер бегал из комнаты в комнату и там чинил, переключал и все такое. Логично? Логично. Так что, да. Также интересно взаимодействие между неписями, которых мы видим, и квантой. В какие моменты они будут превращаться друг в друга. Будет ли удаляться кванта при создании неписи, и будет ли удаляться непись при переходе его в кванту. Или они будут абсолютно независимые, и только действие кванты будет спавнить неписи, но это никак не будет влиять на кванту. Кто его знает. Тоже интересно.
Что еще? Искусственный интеллект. Можно ли будет нанимать боевых NPC, именно которые помогали бы тебе в ВПС-миссиях? Скорее всего, нет. Я бы сделал ставку на то, что нет, что пеших NPC нанимать нельзя будет. Просто потому что... нафига? Ай! Они начинают. Ладно. Star Citizen Live. Сделаем он поменьше. Hi, everybody. Или просто Welcome этот... to another episode of Star Citizen Live, AI and You. I'm your host, Jared Huckabee. And if you've never seen Star Citizen Live before, it's where we take about an hour out of our day to... What? Oh, am I not supposed to... Hold on. There's a bug there, Jared. It's where we take an hour out of our day at the end of the week Aw. and chat about a topic related to the development of Star Citizen. Today, we have members of our esteemed various AI teams on the show. Несколько команд. О, я не знал, что у них So несколько let's команд just jump ответственно за... right into it. Now that I've had Интересно. my fun at their expense. Let's just go around the room, do what we always do, introduce ourselves, talk a little bit Потише about what we сделаем. do, who we are, and all that jazz. We will start we'll just go clockwise. We'll counterclockwise. So this way. William, who are you? What do you do for Star Citizen? William, ты кто такой? Лет сюда. Hello, I'm Will. I'm an AI programmer. Specifically, I work on ships along with Andrea. I recently have been working a fair bit on the sort of pilot combat, like how fighters behave in combat, and trying to vary it a little bit between different personalities, different traits and that kind of thing. So that's the kind of thing I do. All right. And Andrew. Hello. I'm a senior gameplay programmer. I work on the social AI team, but I'm not very social. I'm quite shy. And I'm currently working on some stuff for Squadron 42 to do with people eating and drinking in the mess halls. So we've got lots of social behaviors and using lots of machines. Понятно. Левый верхний отвечает за искусственный интеллект кораблей. Левый нижний за искусственный интеллект групп людей, групп NPC. The way that your perfect place setting for sitting at a table, but that kind of stuff, and all of the AI behaviors to do with that. So that's what I'm working on. Okay. Next up, Andrea. Who are you and what do you do for Star Citizen? Yeah, I'm an AI programmer in the Frankfurt office, and my work focus mainly on ship AI. So I work with еще один most of the time, and программист I've для been working the recent times искусственного интеллекта кораблей. mostly on the 3D navigation aspects of ship AI, and more in general the awareness of the spatial environment, so even properties of Понятно, отвечает за передвижение в пространстве искусственного интеллекта. Also took care of quantum linking with AI and players. This kind of system, basically. Very cool. So very important stuff related to the AI ships in the persistent universe. Francesco, who are you? What do you do for Star Citizen? I'm the AI director. I'm Francesco Cucci, and I'm mostly working a bit with all the guys here. I'm trying to make sure that all the architecture, all the systems fit together. Try to do some work myself, when I'm not busy with lots of meetings. Держит команда искусственного интеллекта. To allow AI to open doors that are closed and wait in front of doors. Ходит всякие мелочи, а в основном следит за тем, чтобы взаимодействовал друг с другом нормально в плане геймплея. Last but certainly not least, Dan. Hey, I'm Dan. I'm lead system designer in the Frankfurt office, and I deal with a lot of the system works, but in regards with AI, I deal with the designs on the FPS combat AI team, and more specifically, more recently, the combat for Vandu, the combat behaviors for Vandu. Он отвечает за поведение NPC в бою, в FPS бою. The rest of you, welcome. Some of you, this is your first time on any of our shows, so we'll try to take it easy. Start you off with a softball here. Chairs. No, I'm just kidding.
So, Стулья. as We'll usual, talk about that. Почему все стоят на стульях? all right, we'll get it. For those of you who are watching live, yes, we are aware that currently the website servers, the whatnot, are down at the launch of IAE. Everybody, as happens quite frequently with these major events, got very excited all at the same time. We are here doing this show. I don't have any formal updates for you. I don't have any information to give you other than what you already have, other than to say that there are top people who aren't doing a show right now who are all working on that. And if we have any updates during the course of the show, we'll be sure to provide them for you. With that, the subject today is AI and you, basically all the ways that AI is being used currently in the persistent universe and maybe some of the things that we're working towards in the future. If you're watching live, you can submit your questions in one of two ways. You can either put your questions in the Twitch chat, prefacing your question with the word question in capital letters surrounded by brackets. It's going to help our community management team pull it out from the chat. Он пока You can also просто do the same объясняет, как on Spectrum. Well, поставить им сообщение. you could Типа if вопрос. Spectrum was working. So we'll just stick to Twitch chat. That's what habits, man. Habits are hard to break. As usual, we also collected questions throughout the week on Spectrum where folks could submit their questions and then vote them up. So as usual, we are going to start in on some of those. Надеюсь, он сохранил эти вопросы где-нибудь в сторонке. All right, you said it. Let's just start with chairs. Sounds good. Why? What happens? Why does this happen? So yeah, I mean, we had like, funny enough, like this type of bug is like visually always looks similar, right? So I think since the beginning, I think really probably is one of the oldest bug we have. Like I think it's like maybe 4 years ago started to, we started to have like people standing in the chair. And the bugs that it was at that time is completely different from the bugs that we have right now. We started with having, I think one of the first one I remember was, there was something to do with the animation that when the look pose was actually kicking in and causing the body to turn, then it would go on basically full body animation would kick in and it would just detach the thing from the chair or the couch, So there was one long time ago, and then I think for a while we've been like quite in a good shape, and then we started with object container streaming, and this is where I think we are starting to find more sync issue in a sense. So basically, for people who don't know, right, the chairs in Star Citizen are pretty much usable, what we call usable. And what usables are pretty much just the representation that the AI has of how to interact with the world. So like a chair is pretty much just an object where you can sit. And to achieve that, what you do is like there is one part that is on the AI code that basically says like, oh, there's something where I can sit. So how do I need to arrive to start to play the animation to enter into the chair, and then I play my idol on top of the chair. Then there is this coupling of these two objects that is the character and the chair, right? And then what happens is there's the streaming code that can happen at different times, right? So when you are part of the chair right now, you're also part of the aggregate of the environment. So when the environment streams out, ideally what it should happen is that the attached object should first stream out, that is like usually the character, then the environment streams out, and then when we streams in, the environment streams in, and then the character streams in as well. Oh, that it should be интересно. to the chair, and then the kind of request gets propagated to the different components of the character, and then the Что у тебя со стримом? Маленький экран? В смысле маленький экран? Right now we are like these components. We are fixing them. Some Почему of those. полный экран? Of course, one at a time. When we find a bug, we fix it. So far, we've Кстати, Киберглюк, поздравляю с возвращением. То бишь, выходит, проблемы с стоящими на объектах неписями, это проблема стриминга? В смысле стриминга ассетов? Типа, когда человек приближается к зоне, где неписи сидят, неписи начинают, где неписи могут садиться, неписи начинают искать себе пути, типа, и места, где они могут сесть, с чего они садятся. Когда человек, игрок уходит из этой зоны, они, по идее, должны все типа, выйти из состояния сидения и разойтись. Либо же сохраниться в состоянии сидения и остаться сидеть. И когда человек обратно возвращается,
видимо, из-за какой-то ошибки, it won't они matter that the не AI is расходятся, actually а sitting остаются на there своих at местах. destination with the care of saying, you know what, Типа те, Sean кто is должны sitting there on были the chair, or разойтиться, actually the chair should разойтись, be типа встать и reserved for разойтись, this guy, они and if the guy не встают, is removed, они then встают, it will но они just не be расходятся, они cleared, right? остаются Because the стоять other issue that на we had is like, if этом. we reserve that spot, we can't А guarantee из-за that того, что actually они that стоят на character стуле, они streams все that еще scene. считаются, как Because there они are занимают characters that might стул, be что они типа dynamic, сидят. right? So maybe the chair И then так remains повторяется до forever бесконечности, пока все они reserved, and then actually не never оказываются comes стоящими на into play. стульях. So we actually already added Oh, like some code that basically okay. handles that. And now we basically found another bug Круто. that is actually under, investigation, and we're trying to solve it basically. That is like, sometimes happens that the character streams before the object in which is attached to. So we are writing, we are basically handling this code a bit better, and we are trying to handle the fact that, some of this order might be slightly different, even if, if right now, where, should not have really happened that one. But it will also like keep the state, and the problem is this ownership within this code, right? What we want to have, as well as achieving as a developers, is to try to have code that is owning that state, right? So that you can tell it's like, okay, I should be sitting there now. If the chair is not coming, I know it's gonna come, so it doesn't matter if it comes in this frame, next frame, or in 10 frames or 1 second, but I know that this is my state, and I should not run other logic to do other things and complete the sync. This is basically where we are at. And of course, it's quite fun to see that it's always the guy standing on the chair, right? It looks like, oh, it's like, that's hard to fix that, and it's like, yeah, no, but it's just like a lot of things happening at the same time that give the same visual glitch. Yeah, Okay. it's actually an example of something that happens quite often through a lot of systems in the PU, where the same outward symptom can be caused by a number of underlying causes, and it can often look like Они нашли проблему no этих progress стоящих is being написей, made in они resolving the ее issue, but it's like, no, патчат. actually, there's a crazy game of whack-a-mole Попутно они going on нашли underneath that другую you don't похожую see, and проблему, I see которая the change связана logs, I see the с report saying, порядком. yes, resolved, and it's like it still happens. It's like, And you've got that. And the thing Этому is, человеку the good в thing белых is the ушах progress очки is не still жмут. happening. So what I mean is like these systems Кто are его getting знает? much more stable. It's just that you, as a player, of course, sometimes you might perceive there is no change, but actually there have been a lot of changes. And it's one of those things with the amount, how often you spend a lot of time working on something that happens, like it used to happen an awful lot, and now we're spending more and more time on just the very small occasions that it happens, but because they're so visible and so recognizable, it's always, over time those things, But just that is show up. that is generally a good thing. That is the fact that it's so visible and noticeable. It makes us find it easier, because otherwise, if it was a hidden thing that only happened in a corner, you only notice it once in a blue moon, then you would run with a big system that might cause way more problems later. Yeah. No, and I think also this is why we are not putting any kind of patch yet, right? Because this is, I think, the good thing for us is that this helps us stabilizing the underlying system. Like some of those bugs are not even necessarily AI per se related, right? It's just that we are the kind of bottom of the chain. Да, но это то, что это понятно, то, что ты говоришь, то, что большое количество багов с искусственным интеллектом, оно связано даже не с тем, как написан искусственный интеллект, а с проблемами с серверами, что они все перегружены. Let's get into some more of the questions that folks have been submitting here. How would you consider the current state of ground-based AI FPS combat, and what is needed to make it a more challenging or rewarding experience to players? Как вы оценили текущее состояние искусственного интеллекта в ближнем бою, и что бы вы изменили, чтобы сделать его более эффективным? When you play it in single player versus when you play it multiplayer, we're definitely seeing a lot of issues that come from desyncs. Да, опять-таки, десинк и серверные проблемы. Or stability. But besides that, there's a lot of things that we still have on our plans from a design/behavior perspective that we want to do with the AI. The AI right now are fairly simplistic. They run a few behaviors that they run in an okay way. They either push if they have a shotgun, or they stay in their area and fight you from that area. Так, я видел демку, как они показывали, типа,
Типа уникальное поведение для NPC. Типа некоторые NPC типа трусливые, некоторые геройствуют и прочее. И распределение еще по ролям, типа служба безопасности будет продвигаться вперед к этому, к источнику опасности, всякие инженеры и тому подобное будут, наоборот, просто убегать от источника опасности и прочее. Что? А он говорит просто о том, что да, они расширят How does the work on the new типа, the planetary nav mesh play into any of this? So I think definitely like that one is gonna be like a critical part to have like encounter on the surfaces, right? So I think right now I started some вопрос work про on verifying Surface how Mesh the для искусственного интеллекта, the типа navigation mesh планетарный, and how покрывающий всю basically планету. on the planetary surface we can properly handle like the basically the planet mesh on that side. Basically, what is the plan? The plan is to use the navigation mesh, basically features that we have, but expand it in a way which can work more efficiently on the planet, right? So planets are, in essence, created by those patches, right? That lives around the players. And basically, we would probably use an approach very similar for nav mesh. So there would be like this kind of dynamic nav mesh, what I call a virtual nav mesh, that is going to be applied to planets. And basically, the patch of this nav mesh Но вполне will логично, exist да. where Они once the создадут AI is динамическую much more efficient than having навигационный the меш, full generation который будет everywhere. And then, of просто course, like спавниться basically вокруг, the AI will генерироваться function in вокруг essence in the same way as it will work somewhere else. тех зон, где The есть critical bit is игроки. how we connect those nav mesh, and this is part of the work we already started, I think, last year. И в That прошлом was году они basically нашли the работу ability of над connecting multiple nav смешиванием meshes. So we have what we call the навмешей, navigation links. видимо, Navigation между links are динамическим basically мешем и a way to статичным, по define some типу как objects в that can be пещерах или connected там на kind of крэш-сайтах. areas, Там right? So Неписи уже imagine могут if бегать, но они не могут you выбегать за have пределы, потому что on там some нету для planets, них right? Those would карты have like some навигации. parts that have the entrance of the ground base, and that one might just have a navigation links to the planetary navigation. And those one can also link multiple zones, multiple physics grid, and allow basically the AI to automatically transition. Okay. I think we in the last year demo when there were NPCs entering a spaceship and flying off, that was basically the first iteration that we worked on for that. And you could tell basically the spaceships land, opens the door dynamically links to the navigation area that is physically placed on the object container that is placed on the planet. But then these two things dynamically link when the door is open in that environment. So the eye can find the proper path, can enter, can transition between the different grids, and then you're going to disconnect it and going. Окей, то бишь та демка с кораблем из прошлого года, она была типа первой итерацией этой системы, типа смешивания статичного и динамического меша. То бишь, там, где непись переходила в статичного, то бишь корабль меша, там, где все вручную размечено. Через динамический навмеш, который был в лестнице, на другой динамический навмеш, который типа поверхность планеты. Okay. Как сильно типа искусственный интеллект подвержен техническим проблемам с серваками. Look at the bartender right now. Let's take one social example, right? Mm-hmm. What sometimes happens is that is reacting to you a bit slowly, right? And that happens because like the performance of the server when it goes too much down, like it takes a bit of time for him to find. Ну, тут ответ простой. Сильно. Он приводит в пример бармена, которому, типа, на нагруженном серваке ты к нему подходишь, он слишком медленно отвечает на тебя. 1,500 characters active at the same time, right? And one server, and that is quite a lot for like basically what we do is like to not go too much heavy on the server. We of course distribute calculation over time, but that means that if you have so much so many requests at the same time, it just takes more time to receive the results. So of course that one is going to be for that beneficial like the server mesh.
some other stuff. I think what we see also is Да, Север mentioned уже. the time of reaction. I think in the FPS combat that Dan just mentioned, right? If like let's mention how we handle vision. Vision is through it's physical vision, so it's like you can really tell if a character seeing in that type of environment like the player, right? But even that one is a distributed calculation, so you have a sort of cached information that you persist, that persist inside your perception system, and he updates every time he can. And if the Окей, player оказывается, я just думал, pops out, что and it's плохая not реакция approved, на then it's NPC... not that Упс, fast. мне звонят. We introduce Минуту. some stuff like, for example, having some sort of priorities for people next to the players and stuff like this. But when the server is really heavier use, there's too much usage there, then of course it's like not that easy to make it snappy as it would be in a single player, in a single player experience. How is Yeah, I for mean this is the same for ship AI. I mean, imagine combat, dogfight when the AI and the player very close to each other. The AI needs to continuously update its aiming position, its trajectory, because it changes continuously, right? And it wants to maybe orbit around the target. That can be the player or another AI. If the update is slow, then every new update, the position of the relative position of ships will be really different. So you will notice some, maybe the target, the look direction or the gun direction, let's say, you will see that it's really off where it should not be. And for example, William did some work on the accuracy for ship AI, for pilots anyway. I mean, and the accuracy basically something that uh, basically simulates the skill, the aiming skill of the pilot, of the gunner. That updates in time. So the longer you are aiming at your target, the better you are, and you have a higher chance to hit. And if the frame rate is too slow, this will never happen, basically. So the aiming will be always off, a bit behind, or a bit, ahead, maybe, depending on the strategy. It So takes this is time to really converge relevant on for us. target. Yeah, So converging will take a lot more. If the frame rate's low, then it's not based on the frame rate. Obviously, it's based on it's not based on like per tick you add this much, but it's like it's not based on the tick. It's really based on the time. But it's like it's still like it's still like if you have one update that per second, right? The player does so much because the player is not updating at one time per second, right? So the player on his client is super snappy and he's like, oh, I see him here there. Now it's like it's over there. It's like now it's over there. It's like it's just really hard like for the eye to even I don't know, just find a great solution when the performance are very low, of course. When the performance are medium, then it's a different thing. We also have like LODs update on the behaviors. When things are a bit far, we update less. When things are closer, we update more often. We are introducing, of course, like not everything is implemented yet, but we want to have better weight into what is the action, what is the important thing that we need to update as well. How does that affect the way that you program? Do you program this stuff for an ideal situation that maybe sometimes isn't always there, or do you have to adjust your workflow based on the current state of things? I think it's a bit of both, right? So I think there are things that you need to do in the ideal case, like combat needs to be the ideal thing in the sense that you want to have it the snappy decision. You can't. Of course, even in combat, you have different approaches. For example, if you go into cover, right? Cover is a state where you can survive there, right? It's like I'm just in cover. I can make my calculation a bit slower while I'm actually doing some short-term decision that maybe is not based on whatever requires like high performance. And it's the same with social, right? With social, it's like if I have a guy standing on the chair, sitting on the chair, basically you can assume that there is a state that can persist and make sense, right? So if that one makes sense, then you can take the time that you have. Like imagine, like you have a guy reading a book. If he stands 5 seconds in 5 seconds or in 10 seconds, it's not really important, right? Its state
can communicate what it's trying to do no matter what. And basically, the idea of writing behaviors is a lot about this. It's a lot about you might stream in any usable, right? You might start in any usable as a starting point. And then you might need to decide what is the best thing you can do, and the best thing you can do first can take a long time to, or enough time basically to be decided. And also, it might not never you might never find the optimal thing you want to do, right? You need always to react. The player could do everything, right? You maybe Понятно. В общем, он обсуждает, он объясняет приоритетность действий для NPC. Она построена на том, что логично для NPC в данный момент. Например, если он заспавнился и рядом с ним есть стул, то он оценивает, логично ли для него сейчас сесть на этот стул. Типа, потому что если рядом перестрелка, то ему нелогично садиться на стул, ему логичнее бежать и так далее и тому подобное. И в зависимости от этого срабатывают определенные действия, и типа эти действия длятся до тех пор, пока не закончатся, либо не будут прерваны какими-либо другими действиями окружающими, которые изменят статус текущего действия Неписи с логичного на нелогичный. Типа, если он все-таки решил сесть и почитать книгу, допустим, и рядом кто-то начал стрелять во время его чтения, в то время, как он читал книгу, то он бросит читать книгу и побежит прочь. Ну, это понятно. So it's about not what the server can do for you, but what you can do for the server. It's also, I think, this is distributed. И при том многие из этих функций, они просто не добавляют игру, потому что добавление слишком много вариантов требует больше серверных мощностей. Но так как все инстансы, сейчас существует только множество инстансов, работающих на отдельных железных серваках, то нелогично их нагружать слишком большим количеством просто косметических вычислений. 1 millisecond, 2 milliseconds, okay, your prediction is okay. It's fair, it's okay, it's faithful. Поэтому они ограничивают их до всего нескольких. Даже чувак ходит, подметает, чувак сидит над этим с какой-нибудь дырой с планшетом. Такое. Понятно. Логично вообще. This next question's we talked a lot about the bartender for a lot, so I don't want to spend too much time. Like, in the history of these shows, we've talked a lot about the bartender, so I don't want to spend too much time. But we do have two questions about the bartender. Basically, the first one is, what's next? Что следующее после бармена? What's next for social AI? They're referencing shopkeepers, air traffic controllers, other civilian roles. What can you tell us? Что следующее после барона? So currently I'm working on this mess hall behavior, which is kind of part of all the very it's for Squadron 42 that I'm working on this very. Понятно, он занимается поведением типа зонального поведения, типа для кухон, молов и прочего. Eventually providing systemic stuff for the PU as well. So if you're eating and drinking, that's your activity, right? Yeah, eat and drink is your activity, and you want to satisfy your hunger, getting kind of hooking all of the bits, because we've had little bits and pieces here and there of we've got people looking like they're eating and drinking, but are they actually are they actually consuming the things, and are those things being done based on their current requirements of whether they're hungry or thirsty? So I'm bringing that behavior in for Squadron 42, but then that will then key in, and some of our other designers are already working on, say, vending machine usables and how they provide stuff. So all of these things, the different possibilities, and the vendors, for example, taking the bartender tech and applying that which is really just now we've got a kind of vendor behavior, and making pizza vendors and turning like the very core features and adding content to make those, to expand those to lots of different situations that can be used in the PU. And yeah, so there's lots of stuff that's gonna
little things that we're working out now are going to be then allow our animators and artists and everyone else to generate lots of really great content for the PU. So that's currently what we're working on with social AI. Yeah, we mentioned some other stuff as well, like even in the monthly report we write, like for example, we have like some dancing behavior, like connected to the what Andrew is Т- working on, right? Like as he said, it's like the Танцевальное activities поведение, event is что? basically what allows any character to replenish his sustenance pretty much, and for example, if you want to use an arcade machine, or a vending machine, sorry, the arcade machine is more for the leisure one. But if you want to, like it's food for your entertainment, so it's still food. But it's like for the vending machine, right? What you use is like they're just options. So let's say you want to search for food. It's the same as when the vendor search for the beer, who can provide the beer you order. Basically, this is why the vendor was so critical, because he offered so many functionality we use everywhere else, right? And now it's like you can check. The vendor has the same things. For example, when the patron drinks, he can check how much is the drink going down. And Andrew, you will use the same for when you're eating the food, right? It's like how much food do I still have to finish it? And it's the same with the vending machine. It's like, oh, I want to buy some food. Where is it? It's like, oh, it's in the messel, or it's in the vending machine, or it's in this shop, right? It's like, and then based on where that is, we can execute different type of sub activities that are in essence Блин, the больные part of люди. our behavior tree, Вот behavior так вот flow. сидишь, слушаешь разработчиков Star It's gonna be Citizen, more like a behavior graph, и right? каждый из них, But у него basically, it's like голубая мечта — then we это can симулировать understand вообще все. how to then Типа, use that что concept Неписью basically хочется, is like типа, what's голоден the он needs of или the vending испытывает machine and жажду, how we want to interact with that. And basically что how он we выберет, consume it. типа, And then I какую-нибудь think it's just like, забегаловку, and then либо you can use халявную it to how you еду want to в basically столовке, либо dispose of еще что-то. what remains, right? Типа, If you're in the, сколько, ну, like когда what он you're working что-то on, Andrew, взял is и like you начал like bring it использовать, back, типа, там, your пить из tray, бутылки, and it's the сколько в same as бутылке у like него we have like осталось some воды, trash куда can он where ее if you денет like после этого, candy заберет bar, с right? собой, You берет, throw away типа, в your снаряжение, или your выбросит, или cup. оставит на столе. And I think this is all Какого stuff that right now is фига? possible because of also the bartender. Right? Because the bartender Куда, takes off his куда cup, столько place it back into Как? the dishwasher. Люди, вы Dishwasher is just больные. something that accepts objects and takes care of this, of cleaning that up. So I think it is really opening up a lot of the doors. Actually, what Dan mentioned as well, the refilling of the ammo clips is the same. So basically, the ammo boxes are just usables that can provide you, either bullets or magazines. That's just it. And then you, as an AI, can say like, I need bullets. Where do I find them? Right? It might be another AI. It might Ха. be the ammo box. Притом And эта then система you execute подробности the отвечает behavior за to все даже basically там. get what you're trying to get. Не только I за think this is gonna be потребности, типа, еды, воды, really но и interesting потребности because в пулях. it opens up these Типа, у realms меня a кончились bit more. пули. And our Пойду game я is very туда их physical, right? собирать или So if the соберу guy с needs to трупа, get или tипа the того. ammo clip, it's really like there's really an ammo, a magazine there inside the box that if the player arrives first, he takes it. And I think this is gonna be really, really cool to see it happen. It's great to see these little building blocks of different В behaviors коробках будут... В коробках, в которых Неписи выполняют свои припасы с боеприпасов, снаряжение боеприпасов, в них реально будут лежать патроны, так что можно будет их воровать оттуда. Круто. He can go through all of these sub bits of logic, and it suddenly produces lots of variety of То бишь behavior. можно будет просто ради этого If he's hungry, but he's not 100% hungry, that he might FPS миссии finish all запускать. his food and might go and have to then dispose of that or things like that. It's really interesting. Yeah, and the more time basically you add more complexity. Like the eye at the end is about complexity, right? So it's like for us is building something that allows us to, add as much complexity as we can over time, right? So if at the beginning you just go there, you finish all your food, that's fine. And then there's like next iteration. Понятно, они идут с симуляцией типа путем меньшего сопротивления, то бишь система потребностей позволяет им создать самое правдоподобное и, но в то же время не сильно нагружать сервак. Хотя куча счетчиков разве не будет нагружать сильно сервак? Я не знаю. По сути, это просто счетчик. Speaking of bartenders, when will they start knocking I almost said the word. Knocking out players that jump behind the bar?
Ну, когда So I бартендеры think начнут basically right now we нападать. only complain, right? The bartender only complains when you're just like, hey, you should go out. It's like, I think it is part of, I think, of the gameplay and priorities on that one, you know. And we're working a bit on the melee. As soon as we work on the melee behaviors as well, we can use that one, you know, to start like fist I, fight. I think it's also a matter of you don't expect every bartender to do this. A Yeah, bartender in absolutely. Microtech is just going to call security. A bartender in I don't know, a shady place might pick up a bat and whack you off, or just punch you in the face, whatever. We also have to balance what happens with the other players, because there might be another player waiting to get their drink, and do we interrupt that? Maybe it's just smarter to just call security, and that he can continue serving drinks at that point, and security will come and will deal with the intruder. It's probably less disruptive for the player wanting the drink, because then you'll have a player that just jumps behind the bartender takes care of him. That guy jumps behind the bar, and they just block that bartender forever just by getting him in front of their fist. They should fight between each other, you know, at that point. Hey, just stop punching my bartender. To start kiting one bartender to the other bartender. We're gonna take a moment here. We're about at the halfway point. And address the current server outage here. As many of the folks in the chat are aware, Да, с серваками сейчас. at the Все то же launch of our самое. IAE this year, Все лежит. some of the platform back-end service stuff wasn't quite ready to go. It wasn't quite ready for the influx of people. This is a thing that happens almost every single year. We do our best to plan for it. We do our best to prepare for it. Стоп, так это не DDoS атака. Это просто куча игроков пытаются вломиться на сервак. Ой, не на сервак, а в PlayStore. I can say that in this internal chat that I'm looking at, there's a lot of fire emoji, a lot of fire gifs. Все в огне. At least 3 people are drinking heavily. I don't think they're actually involved in the fix. They're just watching the people who are. And one person suggested turning the whole thing on and off again. So I assume we'll try everything at some point. So, guys, we're here. I'm a video producer. Our guests today are members of the esteemed AI team chosen to be on the show this week because they have no involvement in the launch of this promotion that's going on today. So we are here so that the important people who can get this stuff up and running can continue to do their jobs and resolve this issue as quickly as possible. Okay. So we understand you're frustrated. There's flood gifts now. I don't know if is a flood. Опа, сайт работает. Сайт ожил. When computers are concerned. Either way, we're going to continue on with the show. We're at the halfway point. I wanted to give you an update. If we hear anything more before the end of the show, I'll come back with more. Сайт живой. Звониться пока нельзя. All right. Но сайт живой. Creatures. A couple weeks ago, months ago, time in 2020 is blurred. It might have been a lot more than that. We showed some creatures on ISE, early creature development. Животные. Да-да-да, One of the интересно. most popular questions that's been coming through has to do with the work, with the related AI work. Wanting to know if that's begun yet or not, and if so, where are we at? So I think we basically started to discuss some of the creature we want to. I saw your face, guys. I was like, oh, maybe I'm muted or something. I'm just talking. No, you're good. You're good. Yeah, basically, some of the creatures we want to tackle first. I have like some of the basic ideas on how we want to structure the code, kind of clear, especially in my head. I need to. Нам тоже можно купить. Andrew as well about this. But the idea is that we are already splitting kind of creatures in different groups, right? There are smart creatures and less smart creatures. Like, of course, if you want to simulate something like Будут умные и tupые животные. They don't require like crazy behaviors running on them. They might require a little bit of behavior, right? But not much, mostly communication, audio, something like this, and some animation playing. Plus, I think there are like this split. The way I want to progress on this one is that there would be a basic
flocking kind of state in which they can decide to be part of a flock, and when they're part of the flock kind of simulates them. And this can become also part of the more intelligent animals, like you have sheep, Притом you have будет kind of lions, and объединение sometimes they типа move as a flock. And then when they для want to экономии do ресурсов something некоторые specific животные for будут you as a объединяться player, you work в with them, and they группы, can и push тогда extra mode, and все it's like поведение группы I'm будет running a рассчитываться full одним behavior possibly to типа искусственным интеллектом. defend myself, attack myself, and something like this. So the basic structure that we work on is is pretty much kind of following this line. Basically, subsumption code, subsumption behavior can be run on any entity for us, so it's not really anything related to NPC only or human NPC or alien NPCs. It's really any object can be an AI agent, as we call it. They can move around. We can define them. I know how they move. We can have Интересно, как они тогда сделают following styles for animals, of животных, course, которые different type большими of местами передвигаются, например, вот actions. эти For вот example, медузы stuff с that was talking about Ворвелла. before, like Их the же navigation тысячи links, должны right? Which быть. can define how you jump over objects or how you use some objects to perform, special actions. I imagine you jump Это будет against все a tree and then you just jump on top of a guy. обрабатываться одним These are искусственным special интеллектом на actions that you can основе use and you какой-нибудь can просто dynamically inject, simulate, партиклей. I don't know, a ship would do a special Типа партикли будут action отвечать or за... Нет, это wants to show мои off, предположения. and Партикли будут отвечать за yeah, положение basically животин. not sure if he answers all the questions there. I don't know. Dan, if you want to add Не anything знаю. on that. No, the Интересно. question is basically whether we have started development, and I think we're very early here. Well, early, yeah, we're very early. We're very early. I А, think the ладно. guys that are working on the actual creature lore and Работа the над creature животным art, интеллектом concept в art, самой ранней are стадии. Жалко. ahead of us, but that is generally a good place to be. I think the main reason we're where we are now is because we're still focusing on the human Yeah, part of it, it's which is priorities. definitely a higher priority. If this was a hunting game about hunting animals, then animals would have been our priority. But for now, we need to get humans and maybe also some of the aliens needed for Squadron in a decent state before we move to this. Otherwise, we would have to create an extra team, which means we get another. We pull resources from the existing teams, and it would be a risk right now. We'd rather do one thing, do it properly, than move to the next. Priority is always at the heart of every game development decision. It's just because no matter, even with what is now 5 studios, 6 studios around the world, 500 somewhere almost 600 people around the world, there's still a finite number of resources and only so many things that can be worked on. The only thing we can do, and this is what we usually really do, is try to be smart, right? So if we make a systems that we know it might be eventually used by the creatures as well, of course we do it in the proper way. Блин, намаз So стоит that even if 70 you're not баксов. really starting officially the work on that, when Шили you шили start, катался. you start a little bit ahead, right? Чисто Like all просто this катался. usable code, for example. And again, creatures are not necessarily always like on ground as well, right? There might be flying ones and something like this that use the same code that we use for find out 3D path on a planet's surface. It's pretty much the same thing. We use it, and we implement it in a way in which it can be used in a generic way. And things like flocking behavior, for example, can feed back into the crowd behaviors that we've got with the humans. And I was actually thinking about if they're kind of cosmetic creatures. Пионер, That's $750. one example Ух. where you could have the AI actually being on the clients rather than the servers, because the flocking, if you got like a flocks of butterflies or something like that, if you can't catch them or interact with them, then you can have those simulated to really high fidelity on your clients rather than the server, and get something really reactive, but can be very effective. Seeing lots of flocks of small creatures can be really cool. Will having a pet of some kind be possible? Yes, it will be possible because it's very similar to a friendly NPCs, somebody like kind of when we talk about, crew management. Ну ладно, это просто чисто технический вопрос. Реально ли создать какого-нибудь питомца? Of course, their behavior is gonna be different. Maybe the commands you can give them, might be different. You might interact in a different way. Okay. But under the hood is really the same system. And this is where I was saying, like, it is cool because
what we are making. The same way like when you open up the door from the vendor to do a lot of behaviors. Like, Блин, и с животинами они тоже lot хотят of просто stuff симулировать with это все, чтобы animals потом эту from the pet, систему, right? The pet might типа, want to just run животный around, AI можно было бы применять к разным a little bowl, and типам when he животных, searches for типа food, he finds дикие, the bowl that you домашние, place there, питомцы right? для So I игроков и think that is прочее. all cool stuff. Все And это of course, опять-таки pets будет were one of the зависеть на one of the later, maybe even the потребностях last of the и original stretch логичности. goals back during the original campaign. So, last О, creature я не related знал, что question питомцы was from были me. Will частью we be этих able to pet the стрейч-голов. dog? Окей, значит, будут питомцы. Yes, I hope so. Okay. Because that's the cuddling as well. Don't put pets in and not let us pet the dog. All right. I would be very careful allowing players to pick up the dog. I'm scared what they'll do to that. Well, no. Careful. I didn't say pick up. I didn't say pick up the Well, dog. if you cuddle him, you have to pick it up somehow. Oh, Okay, only petting. if you're worried about that, wait until the tractor beam attachment comes. I can see players looking at the dog, inspecting the dog, and then throwing the dog. Bad idea. Bad dog. All right, back on track. Let's get back to some humanoid AI here. Will AI in the game, found at like NPCs and stations, towns, stuff like that, or even wildlife, okay, follow and use the same survival requirements that players currently do? Basically, will AI get hungry? Will they get thirsty? Will they have to heal? Stuff like that. Absolutely. So this is basically what Andrew is working on. Is exactly the stuff with them, and this way also like creatures will be the same, right? So creature will use this stat system. They will get angry. Humans will get angry. They will have to find some food. Ну понятно, Of окей. course, we are not doing like the Sims. Дорогу почините. That's the parts. Вопрос, конечно, не к ним. Based on your flow, if you're working, imagine like you're really like an airplane pilot for real, right? Then you get hungry. It's not that you say, "Oh, bye, guys." You just leave the cockpit and you go eat something. It's like you can sustain, these values, and you can do it at the right moment. But we will basically have these needs that they need to be fulfilled to perform better, right? If you are like super hungry and super thirsty, and you're fighting, you're not gonna be as efficient, as if you are like just fed Я up смогу and зайти в full свой energy. аккаунт. Then do you wanna add some more stuff on Так. the design side? No, Ну, во I всяком think случае, that pretty просто на much covers сайте. it. It's just a simplified Так, вопрос. simulation that we're definitely not. we Сколько don't want to стоит use as апгрейд many моего resources Титана? on the server side as the player does. It's just Of course. the effect is going to be the same. The guys are going to have needs. То Basically, they're going to have hygiene needs, going to have что я его не food вижу? needs, drink needs. So they're going to try to cover those. They're going to try Так, to минутку, мне find a опять place звонят. in their environment to do this. If not, they'll try to find a place outside of that. Can I travel a bit and then find what I need? Yeah, pretty much. And also, I that's it. think We definitely want to do this. what is I think what sometimes I think we we tend to think backwards in a sense. I think those systems also help us to drive the behavior. It's not just we want to support it because it's cool for the race. It's really like it's cool to have that one because first everything works consistently, right? The same things that happen for the player happens for the AI. The AI is actually running the same code as the player. It is sort of player on the server in a sense. Uses the same, of course, like there are some adjustment on the state machine based on the needs that we have, but the state machine is the same. The systems are the same. They're just actor in terms of the game. But really, that one helps us also driving like a realistic behavior, right? Otherwise, what you do is just do run like randomly. You go to eat something and stuff like this, but then it's very hard. Like you lose the context, and that context you need to put it somewhere, and that point you put it the same place where the player is, and then the player wants is, and then it works the same, and it looks much cooler. I think what you said about because we've got not just because we've got the player. The reason why the player doing the same thing is so useful is because we've got this the third person player, and that therefore things are driven through animations in the exact same way that they will be driven through animation with the AI. So that behavior just falls out of the same systems, which is really useful. Although there's always tweaks with there's some slight differences, but a lot of it is so similar and so cool that you get that benefit. So we are approaching the end. We've got about 10 minutes left. I do have another update on the adage. There
there are many people actually getting online and being able to access many parts of the website, so that's good. Uh, but somebody from the platform team just posted the Indiana Jones and the Last Crusade gif of choosing the wrong Grail and their whole face melting away. So that seems less good. So your mileage may vary. Uh, Stick with it. They're working on it. Um, as we wrap up today, there were a lot of questions that were related to the idea of AI NPC crew. Now we've saved a lot of these for the end. They were clearly the topic that players were most interested in when they submitted their questions. We're going to talk a little bit about that now before we wrap up today. I do want to stress that when we talk about early work and stuff that is farther on the horizon, this is stuff that is farther on the horizon. So what we're going to talk about right now is a lot of our intentions, the things that we want to achieve with AI NPC crew and stuff like this. But as always happens with game development, as other systems come online and as new tech comes available, these things change and evolve over time. So we are going to talk about our current intentions with regards to AI NPC crew. So let's start off by first explaining the difference between AI NPC crew and AI server blades for spacecraft, because they are two very different things, and I think sometimes a lot of people use the term AI interchangeably to mean both. So let's start off Так, with the во-первых, у differential меня there. игра запускается. Ура! Во-вторых, они начали говорить про NPC-команды Dan. и про No, they're both AI. Эй, They are блейды. definitely both AI, especially from one Блейды — perspective. это They are going типа to be running the same behavior. а, How an типа AI used платы, to которые aim ты a gun and вставляешь в shoot down a серваки ship своего корабля, is exactly чтобы the same они way a выполняли разные human is going функции. to aim that same gun to shoot a ship. The same behavior is going to run through all of this. Now, gameplay-wise, there are differences. A blade is a subcomponent on a ship. You will Да, Blade — это plug it in компонент. and suddenly компонент. assign a turret to use that blade, and the turret knows how to do it. There are disadvantages here. First of all, their blades are going to be worse than NPCs. We have this grading of the player. Хорошо, блейды If you take будут an хуже, average чем player, NPC. it's going to be Понятно. better than an average NPC, and it's going to be better than an average blade. Yeah, so pretty much Окей, понятно. automatically it's То not бишь, that good at the в job. плане турелей Turret люди blades are будут actually going лучшими to occupy стрелками, на a NPC blade будут slot, which похуже, а means you блейды have будут the самыми blade плохими. for other functionality you might want on the ship. So that is a valuable slot that you're losing just to have one turret start shooting without an NPC there. Basically, you're a cheap bastard. You don't want to pay someone to take that slot, whether it's a player or an NPC. Just pay Я them, так понимаю, pay the так будет money со and hire всеми. someone and get them to shoot. You can pay for a blade that is the cheap alternative. Don't do that. I mean, do it if you can't afford anything else. And then you have Ладно. the ship is going to have only enough blades to run a part of the turrets. So let's say you have a ship like, I don't know, the Hammerhead. Притом корабли не будут иметь достаточно слотов для блейдов, чтобы блейды управляли всеми турелями, только частью турели. То бишь, так или иначе придется нанимать либо NPC, либо игроков. Что вообще добавляет геймплей, потому что можно будет распределить использование турелей между блейдами и неписями, так что ты будешь иметь сильную типа сторону и слабую сторону корабля. И можно будет так потом направлять или противнику тому подобного. То бишь слабый будет, допустим, просто пассивная оборона. Это так на примере, допустим, Hammerhead, правая сторона у тебя будет блейды, левая сторона у тебя неписи или игроки. Типа левой стороной ты к более агрессивным противникам направлен, а правая просто прикрывает тебя от огня менее сильных противников. Вы просто так вот крутясь. О, интересно. Like basically the same way we let designer in specific environment to ask NPCs to do things, right? This is how under the hood is the same way as when the player will give them commands, right? If you ask an NPC, say, go and be the turret guy, right? What will happen is the same as when a designer set up like a mission and he has an NPC sitting on a turret, on a turret seat.
if you ask a guy, you say like, you know what, I want you to fix that panel, right? You can do it. And it's the same way as when a designer asks, an NPC to go and repair exactly that panel. So the way we build the behaviors, and especially like all this crew management, the part of the crew, the guys in the crew, it's made in a way in which they can perform by themselves as best as they can their jobs based on the skill, based on the traits, right? So imagine like you have somebody who Еще, likes to кажется, до намада нельзя like улучшить just кораблик. procrastinate. You will have your Сейчас лучше engineer я that не goes вижу around опции. and just sometimes you find this smoking spot, or I don't know, like some Keep resting upgrades. areas, and it just hides there and not doing his job. But you might have his supervisor goes around and sends tasks to people, right? And then goes and tries to supervise them. We have the Что same on the печально, если bridge нельзя crew, right? улучшить. The captain can go around and supervise the NPCs and see if they're doing a good job or not, and maybe just tell them something. And the same for the player will be basically, right, and then they can assign them. And also I think there's more gameplay, say you can find who's best at doing specific job based on the one you hire, right? You might hire somebody really good on shield management, but he kind of sucks at shooting through a turret. And if maybe you need both, but you don't have enough money, you are one guy, and then you live with whatever it's most of your needs. But the good thing is that these skills and levels, Шип-апгрейды just перестали change. It's kind работать. of cool that you see the guy maybe getting better at some of those. Some of those will allow you to train. Some others will just be your character traits. Somebody's coward, and you just put him on try to defend you, is gonna just be a coward pilot, right? So it might just give up defending you if things are bad. And something like this. But maybe somebody super skilled, costs much more money. So it is Ну, gonna create понятно, this extra, и layer у of Неписи, gameplay и у as well. Блейдов будут уровни мастерства в том или I ином would like to mention is направлении, that там кто-то we're хороший already стрелец, кто-то building хороший инженер и all тому of our подобное. behaviors to take От этого будет skills and зависеть traits into и consideration. цена, и So, их типа basically, even эффективность the в других guys сферах работы. are Типа инженер, fighting in хороший Korea, инженер будет they плох в have стрельбе с skills турели, and или traits that are going to be driving some of там the безумно decisions. дорогой The Непись behavior может быть tree хорош is во exactly многом. the same, but there are branches where it goes, well, do I have the skill to do this thing? Or how good am I at doing this specific thing? Exactly the same stuff we will be using for NPC's crews, basically, because we build the system in such a way where we thought a bit ahead and we're like, well, we want crews, let's start building the skill and trait system that's going to dictate how the behavior runs or how efficient someone is at the job. And you as a player, you discover that you don't know, right? So it's like some traits might enable you to do a tactic. Some traits might just make a tactic different, right? It's like, oh, maybe you do that and you're really not that good on doing it, something like this. Or the NPC thinks he's good at doing it, but it's not really. If you have a very confident but stupid NPC, then exactly, you're going to have some right? problems. Yeah, that's actually what I've been working on. Actually, this sprint was we had defining some stuff like cowardly and show off for pilots, and you'd get show off as a show off pilot would be more likely to do tricks, but his piloting skill would determine how actually useful those tricks are. So you might get a ship pilot who just like really sluggishly rolls just for no good reason and actually makes himself a better target. I think a lot it would be cool like to have like readability there, right? With the messages. It's like, look at me, you're never gonna catch me. And then you destroy. It's like that's gonna be fun. So it sounds like Блин, so я вошел в игру, он basically, не захватывает игру. blades are a personality-less, skill-less kind of bottom-tier automation for turrets only. And then above that, there are AI NPCs who will have personalities and characteristics and aptitudes and things they're good at, things they're bad at, stuff like this. And they can operate not only turrets, but other crew stations within ships. Yes, exactly. And you mentioned something very important there is like the state of your NPC crew, which is going to be important. It's not just their skills. Are they well fed? Are they happy? Are they ready? Are they like almost Стоп, у Неписи будет типа параметр счастья, типа удовольствия, какого фига? They're gonna become careless. So you will need to maintain your crew. You'll need to make sure they're happy. You will need to make sure that provides food. That's why our ships have a kitchen, have a food dispenser.
So you'll need to really you take care of them as your Вот же, family. If блин. you've seen, there's О них so many придется sci-fi заботиться. shows Какого? that Нет, this я на это не a рассчитывал, я на small это не unit on a надеялся, не ship надо. there's interpersonal relationship. You have to occasionally talk to them and see what's going on. You have to watch their stats, make sure they're in peak working condition. While a blade is just a blade. Yeah, cool. Well, guys, that about wraps it up. Thank you so much for taking the time out of your busy week to, be here at the end with us, talk about AI. We don't get to talk with you guys nearly enough. In fact, when I called Francesco last week, I'm like, "Hey," and like I feel like he knew exactly what I was calling because I hadn't called him in so long. He's like, "Is it my time?" I'm like, "Yes, it is." Need to pay the price. Yep. As far as a last update on what's going on, things are beginning to come up now. The publish process is beginning to resume. If you don't know what the publish process is, that's basically everything doesn't turn on. All the aspects of IAE don't turn on at the same time. They're all done in pieces, so that we try not to overwhelm the system. The system became overwhelmed in the middle of turning on, so that's why you've seen things like Pioneer War Bond, but maybe not the Pioneer credit, stuff like this, because the publish was interrupted in the middle of its checklist when whatever was happening. I still don't know what's happening. I've been here doing this, but I'm being told that the publish is resuming, so things are coming back online. So we just ask for a little bit more patience as that stuff is coming online. The best place to look for updates is obviously the status page that they have, or you can follow along on Twitter, for instance. I know they're doing a lot of status updates there. So because everything is kind of shady, we're going to forego the raid today and just wrap things up there. William, Andrea, Andrew, Dan, Francesco, thank you so much for being here on the show this week. Allow me to salute you, gentlemen. Oh, no, not again. Damn. Fix it, friend. Fix it. All right. I'll see you later, everybody. Take care. Bye-bye. Bye. Эй, отлично. Это они закончили. Ту-ту-ту-ту. Теперь этот браузер source можно удалять. И игра нормально не захватилась. Захватилась только вступительная видюшка. Окей. Выходим обратно. Запускаем заново. Я добьюсь. Я включу. Ну класс, всего за сколько? 7, 8, 9. За 2 часа они поправили. Частично поправили проблему. Кэш, каменяк. Кэш. Нормально захватилось. Так, один раз успешно я уже загрузился в игру. Захватывается? Захватывается, славно, шикарно. Это все, что я хотел. Работай. Работай, это все, что я от тебя прошу. Просто работай. Берешь, работаешь. Просто. Hard cash coming back. Hard cash. Ладно, сайтик их пока прикрою. Давай, грузись. Давай, верю в тебя, ты сможешь, ты справишься. Ой, надо этот закрыть. И смотри, где мы? Итак. Да, настроечки. Controls. Пам. Потом еще внутри. Включим внутриигровую музыку.
Выключим нашу музыку. Словно. Так. Напомню про Star Citizen, то что сейчас 9:12. Сейчас, через 4 часа. Что с тобой? Во, FPS что-то внезапно умер. Что-то FPS внезапно умер. Через 4 часа в игре начнется Free Flight event. Выбирать стоит, для тех, кто будет играть, для спама выбирать стоит Microtech, New Babbage. Это вот эта зона. Потому что именно здесь будет проходить выставка кораблей, которые можно арендовать за 0 денег. Ау, что с этим серваком не так? Сколько у меня сейчас FPS? 0, если верить этой штуке. Ладно, 12. Не так уж и плохо. Выставочный центр отсюда, по идее, не видно. Он там должен быть. Сквозь это здание. Well, hello! Ух, сколько людей. Видимо, поэтому так плохо все здесь, наверное. Оп! Не, это физика той фигни была. Теперь все намного лучше. В общем, находим лифт. С помощью F взаимодействуем с ним. С помощью средней кнопки мыши можно прицелиться. То есть прицеливаемся, колесом мыши прокручиваем вниз, там будет опция лобби. Прицелились, прокручиваем вниз, лобби, нажимаем лобби, оказываемся здесь. И дальше просто следуем за желтыми табличками. IAE проходит там. И просто спускаемся в метро. Или вместо гиперлуп. Здесь поворачиваем направо. Ибо туда нам указывает стрелочка. Если стрелочка показывает налево, поворачиваем налево. И ждем. И от аэропорта... Нет, от аэропорта, кажется, 3 остановки до сюда. До центра. До экспоцентра. Отсюда 2 остановки до экспоцентра. То бишь, о, здесь есть карта. Нам нужен Тоби экспоцентр. Мы сейчас в Aspire Grand. То бишь, мы доезжаем до... О, следующая остановка прям Тоби на экспоцентр. Если верить карте. А я не верю карте. Следующий должен быть Commons. Ну, посмотрим. Я не вижу его. Я все еще не вижу экспоцентр. Мы едем в Commons. Мы по-любому едем в Commons. А потом уже экспоцентр. Или сразу экспоцентр. Блин, наверное, сразу экспоцентр. О! Оу! Сразу экспоцентр. Да, значит, от Aspire Grand всего одна остановка.
От места спавна. Если от космопорта, то там так или иначе две остановки. Либо едем через Commons, а потом Томин Экспоцентр, либо через Spire Grand, а потом Томин Экспоцентр. В любом случае, лучше ехать через Commons, как по мне. И тут дальше идем по стрелочкам. И все, добро пожаловать в Томин Экспоцентр. Тут будет лобби. В котором вас будет встречать один NPC. Куча лифтов. 5 лифтов, 6 лифтов. 6 лифтов. Даже тут продается мерч всякий. Для... Именно декоративный для персонажа. Фу, тут нету Дрейка. А, Дрейк с той стороны. Нет, далеко не пойду. Выбираем любой лифт. Абсолютно любой. Это абсолютно не важно. Вызываем его. Ты вызываешься? Надеюсь, он вызвался. Обычно загорается, если вызвался. Пойду попробую другой. Ать, приехал. Он просто долго едет. И... выбираем то, что не лобби. Потому что раз в 2 дня будет просто меняться набор кораблей, а так выставочная зона у них всего одна. Вот пойдем куча рекламы. На стенах посмотрим. Сезам, откройся. Судя по звукам, они открылись. О, теперь они открылись. Yeah. Реклама рока. Gathering the latest and greatest from manufacturers across the empire. The Intergalactic Aerospace Expo is where spaceship enthusiasts come to take flight. Прикольно. Рекламка рока. Я ее ни разу не видел. Окей. Дальше уже видели. Блин, выглядит как дорога. Прям шоссе. Полноценное такое.
Так, что мы тут имеем? Мы здесь. По центру у нас Аргамол стоит. Там MVP Карго и MVP персонал. И подальше пойдем. И следующий у нас справа. Поле 2-3. Окей. А внизу у нас грейкеты. И голограммы. Голограммы это надо посмотреть. Так, по корабликам сегодня. MVP не имеют... не очень важны, потому что это корабли без квантовых двигателей, с них с планеты на планету не полетаешь. Это карго-вариант. Он крохотный. Для перевозки малого количества груза. Кажется, он 4 куба может таскать. Кажется, да. Вот у него классная кабина. Да. И классные двери, отъезжающие в стороны. Всего одно сиденье, то бишь один пилот, один пассажир и 4 куба груза, если не 2. Абсолютно бесполезная штука, потому что... как его? Пайсис обходит этот корабль по всем статам. У Пайсиса есть... У Пайсиса больше оружия. Даже 2 ракетки крохотные есть. У MVP, насколько я знаю, вообще нет оружия. У Пайсиса есть квантовый двигатель. У него 3 сидячих места, если считать и пилота. И у него есть квантовый двигатель, позволяющий перелетать с планеты на планету. Это пассажирский, насколько я помню. Да, это пассажирский. У этого плюс в том, что он 9 человек может перевозить. Это ладно. Это скорее корабль для перелета внутри флота. Типа с одного крупного корабля на другой крупный корабль. Или с поверхности планеты на твой крупный корабль, который ждет тебя на орбиту. У этого применение есть. Того нет. Стоп, это Арго. Сегодня разве же только Арго? Вроде бы не только Арго должны были быть. Сегодня должно быть Арго, Green и Kno. Интересно. О, да, они в другом зале. Да-да-да, все верно. Вот это вот интересная штука. Это Аргамол. На данный момент самый крупный корабль для копки ресурсов в игре. У него 3 турели. Вот первая. И по одной под каждым крылом. Они выдвигаются. Вот вторая, кстати, арендую-ка я его. Чтобы арендовать корабль, просто зажимаем F, пока он не подсветится весь оранжевым и не появится надпись Brand. Нажимаем ее. Нажимаем Brand. Все. На следующие 48 часов, кажется, корабль ваш. Обычно 24 часа. Но на питье ограничение было 48, так что, возможно, в этом году 48 часов. Аренда. У него 8 мешков под руду. И, насколько я знаю, он может перерабатывать ее сам частично. Во всяком случае, отсеивать хлам. Чтобы вызвать лифт. Вроде... Нет. Да, вперед надо смотреть. Здесь вперед. Нажимаем кнопку, спускается лифтик. Такой большой экран просто для кнопки вверх. Забавно. Это инженерная зона корабля. Есть доступ к прыжковому движку. Это что? Это, видимо, часть двигателя. Ладно. Налево-направо здесь доступ к турелям.
вот одна из турелей, ты на нее садишься в кресло, оно задвигается сюда, а потом вся эта махина выдвигается вперед. Они герметичные, они с атмосферой, но на всякий случай здесь вот для хранения скафандра шкафчик. То же самое за этой дверью. На втором этаже, первое, куда мы попадаем, это жилая зона. Ну, предбанник жилой зоны. Но из предбанника прямой путь в жилую зону. Здесь столик. Кухонка. Крайне такая ограниченная, минималистичная. И спальная зона на 4 человека. При этом это спасательные капсулы, помимо прочего. Тут у нас опять место для скафандров для двух. На всякий случай, ибо они нужны. Для нормального функционирования корабля должно 4 человека. Один пилот и человеку на каждую турель. Можно с меньшим числом. У них на всех 4 всего одна ванночка. Что печально. Упс. Пофиг. Душ не выдвигается. Ну ладно. Так или иначе, это комбо. Туалет, душ, умывальник. Дальше из жилой зоны. Зона А1 это обработка. Что и как она делать будет, фиг его знает, никто не знает. Возможно, это просто для избавления от инертных материалов, но может быть оно и очисткой будет заниматься. Вниз у нас турелька центральная нижняя. А это командный мостик. Место пилота слева, место второго пилота справа. Для максимальной комплектовки нужно 5 человек даже. Я забыл, что здесь есть кресло второго пилота. Потому что 3 турели. Не, даже 6 человек. 3 турели. Инженер в инженерный отсек. И 2 пилота. Однако много людей нужно для этого корабля. В то время как у корабля классом ниже, размером ниже, там нужен всего 1 человек для его полного функционирования. Что ж, отлично, это посмотрели. Компоненты в продаже. Давайте на компоненты посмотрим. Ибо они большие. А мне нравятся большие штуки. Так, это вроде прыжковый двигатель. Посмотрим. Да, это квантовый двигатель первого размера. Первый размер, второй размер, а там третий размеры стоят. Так, мне нужен... Вот видите, как раз первого размера. Но тут, наверное, нету того, который мне нужен. Ты на что? Зефир. Пошел ты, Зефир. Ты мне не нужен. Это охладители. Это я точно знаю. Это силовые установки. Там щиты-генераторы. Еще охладители. Еще силовые установки. У меня, похоже, стоит в Торпилер. Стояла, во всяком случае. Охладители нулевого размера. О, это вроде для транспорта. Нулевой размер для транспорта. That counts. Да. Там чуть дальше оружие. Не бегайте, когда исследуете холлы. Ну вас! Еще компоненты. Ладушки, погнали
во второй холл. А, не-не-не, здесь же еще есть этаж ниже. Да-да-да, его посмотрим сперва. Аргамон. Красивый корабль. Мне нравится. Внизу довольно большая зона для наземного транспорта и голопредставлений. Это рок. Это единственный пока что копательный наземный транспорт. Крайне выгодная штука. И можно копать где-то до больше 200 тысяч в час, если прям везет. То бишь это крайне эффективная штука. Тут у нас баги Grey Cat, которые чертовски дешевые. Их тут можно в аренду взять за 0 кредитов. Это все можно арендовать за 0. Но купить их можно за чуть больше, чем 5000 кредитов. Что, по сути, одна или две миссии, смотря насколько простые ты их берешь. А здесь графические полы. Сегодня у нас тут. Это MPU, или как-то так называется корабль. В общем, он тягач. SRV. Арго SRV. У него сзади большая игра и пушка, и две маленькие где-то по бокам. Вот они. И он просто переводит грузы, перетягивает грузы, кораблики, всякое такое. Просто корабль-тягач. А здесь у нас пионер. Летучая, платформа по созданию этих поселений. Это, насколько я знаю, не кубический метр. А, нет, может это... Нет, это не кубический метр. Это больше, это грузовые контейнеры должны быть, по идее. Потому что он огромный. Хотя, может, это и грузовые контейнеры, слушайте. Потому что он может быть высотой 6 метров, вот это. О, нет, раз, два, три, 4, 5, 6. Да, 6 метров вот это может быть. Если это кубометры, то это довольно-таки маленький, оказывается, кораблик. Я думал больше. Но я сомневаюсь, что это кубы. Хочу, бегаю. Малышки, возвращаемся на поверхность. И идем во второй зал. Зал, в котором более интересные для меня вещи. Плот-твист. Star City, CIG специально повалила сервак логина, чтобы люди посмотрели на их стрим. Чтобы повысить рейтинг на стриме. Пушечки. Дисторшена тут есть. Терминалов тут нету. Но мне нравится разница между первым размером, вторым, вон третий. Ну вот можно... нет, вот третий. Потому что можно по порядку. Первый размер, второй, третий, четвертый, пятый. Это тоже пятый. Да, 2 пятых. Точно? М8А. М7. Нет, это 6-й. Ну-ка, это точно 6-й? 6-й. А чуть это не сильно больше 5-го? Я бы сказал, это такого же размера, как 5-й. Может, просто неправильно заскейлили. Ну ладно. Холд 2-3. Давай посмотрим на тебя. Оу. Однако красивенько. Блин, реально освещение такое, будто на улице.
Хм. Appearing exclusively here at IAE. Итак, что у нас тут? У нас там слева мустанги, справа мустанги, по центру новое поступление. Мустанг — это один из стартовых кораблей. Так что, если вы играете бесплатно и ищете какой кораблик, типа какой стартовый пакет взять, чтобы получить доступ к игре после того, как закончится бесплатный полет, то крайне советую арендовать все мустанги, по идее они все должны быть представлены. Это бета исследовательский у него. Есть жилая зона. Я не помню, можно ли на выставочном образце назад пройти, вроде бы нельзя. Можно. Это самый маленький кораблик со всеми удобствами, с туалетом, душем, кухней, ну, плиткой. Стоп, у него 2 раковины. У него, блин, 2 раковины, вторая раковина. И кроватью. Если совершенно непонятно, сколько он будет, сколько в него влезет припасов для прилета, видимо, вот все, весь грузовой отсек. Но хей. А здесь в полу, наверное, компоненты будут спрятаны. Так или иначе. Очень хороший корабль это. Именно для начинающего игрока. Но это Мустанг Бета. Его в стартовых пакетах нету. В стартовом пакете, кажется, Мустанг Альфа. А он в другом конце этого зала. Сейчас глянем. Да, застрелим все нормально. Да, вот он, Мустанг Альфа. Это военный Мустанг. Мустанг Дельта. У него больше вооружения, у него есть неуправляемые ракеты. Это, естественно, все можно менять, но у него нет ни грузового отсека, ничего. Вот это вот стартовый Мустанг. У него нет жилой зоны, но у него есть место, кажется, под 4 куба груза. Да, под 4 куба. Которая аккуратно убирается туда. Довольно-таки хороший кораблик. У него есть 2 хардпоинта на крыльях. Гимбл спереди парный, типа турели. В целом очень компактный маневренный истребитель. Если снесут крылья, то потеряешь 2 гимбла. Ну, 4 гимбла, учитывая оба крыла. Кстати, сука, это пушечка. Крылья минус в кораблях. Особенно, когда на крыльях держится оружие. По типу вооружения он аналог Дельты. Только Дельта, насколько я знаю, более бронированный. И новый корабль от Consolidated Outland. Nomad. Это стартовый грузовой кораблик, который парит на гравипадах. У него 1 пушечка снизу, 3-го размера, 2 пушечки сверху, 3-го размера, что довольно-таки хорошо так. Сзади у него минус — это открытый грузовой отсек. Он так вот спускается, выдвигается. На него можно загонять транспорт.
Хотя в случае пока что на него можно загонять транспорт. Как дальше будет, фиг его знает. И, насколько понятно... Ну да. Можно загонять транспорт. Грузы перевозить, 24 куба груза. Что очень хорошо. Кстати, арендовать его можно здесь? Стоп, его нельзя арендовать? Вы серьезно? Его нельзя арендовать, вот цена. Ладно. Вход у него всего один. Сбоку. С левого сзади. С офигенной лесенкой. Очень похожий на корабли Теварин. Виноват. Лесенка тоже так же, похоже, убирается. Не понял. Второй, кстати, не работает. Еще мы подтолкнем вперед. Аккуратно. Что ноги ему сломаем. Оп. Почти сломали. Так, где-то здесь оружейные рэки. Вот. Оружейные рэки. Здесь небольшое место для хранения вещей. Здесь модули, которые открываются, закрываются. Здесь управление КРГБ. Нужно его отсюда поднимать, опускать. Здесь маленькая жилая зона со своей нормальной кухней, с столом, с выдвижным стулом. Есть кроватка. И кому не нужна кроватка, что это такое? Emergency use only. Кислород. У него поворотный кокпит. Это круто. Если он работает. Блин, я очень надеялся, что его можно арендовать. Ну-ка, спросим у товарищей в Альянсе, у кого-нибудь есть он? Так, вообще, лучше не здесь спросим. Лучше спросим здесь. Просто очень хочется его опробовать. И еще где-то у этого корабля должен быть грави-захват. Стоп, это что такое? О, это доступ к контейнерам. 3 щита генератора, 2 кулера. Окей. Ах, у него нет душа. Что ж, минус, у него нет душа. Это печально. Так, здесь у нас... это квантовый двигатель, это... Power Plant. Ладушки. Так, там пока кто-то сидит. Не-не-не-не.
Странно, что здесь старая система взаимодействия с дверьми. Их нельзя не запереть, ничего. Так, посмотрим на кокпит. Не, ну очень таваринский корабль. Ну, прям от него воняет птицами. Блин, хороший вид вниз. В принципе, хороший вид. Окей. Окей. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы карго-отсек больше складывался. Допустим, чтобы он наклонялся слегка вверх. Потому что, видите, вот эта вот стена под углом. Но тогда бы он поднимался чисто вверх. А, ладно, не знаю. Exterior. Где Flight Ready? Aurora. Aurora. Уже один человек думает о покупке его. Зам, откройся. Нет, не, ну очень таваринский дизайн. Это прям в... Если Мустанг более человеческий, чем таваринский, там, ну, есть что-то от таваринских кораблей, то этот прям, ну, совсем птичья машина. Ну, очень птичья машина. Интересно, где у него будет расположен... Ее можно открыть? Нет. Странно. У кораблика будет гравизахват. Но я не знаю, где именно. Упс. Channel Private One. Invite. Ладушки, жалко, что его нельзя арендовать. Прям очень жалко. Я хочу его пробовать. Прям очень хочу попробовать. Ух. Не понимаю, зачем... Ну, не, ну понимаю, зачем его нельзя арендовать. Потому что я теперь хочу его купить. Вот почему его нельзя арендовать. Так. Ставим немного здесь. Посмотрим на эту громадину. Пока я проверяю сайт.
Так. Нет. Простите. По идее, мне в 20 баксов пойдется, если захочу улучшить свой титан. Но не хочу улучшать титан. Опс. Huh. This is your multi-operator laser extractor. Argo Astronautics, building your future. Out here, you've got your crew and your ship. The only thing that matters is getting the job done. This is your workshop, your playground, your command center. This is your multi-operator laser extractor. Argo Astronautics, building your future. Интересно, он 70 стоит. Просто в любом варианте. Out here, you've got your crew and your ship. Ну-ка. The only thing that matters is getting the job done. Паков нету. This is your workshop, your playground, your command center. And Earth находится. Operator laser extractor. Что за аддоны? Argo Astronautics. Понятно, что за аддоны. Future. Ну, красочки можно здесь купить. Вот тебе на. Out here, you've got your crew and your ship. Ха. Черная краска для номада стоит 7 баксов. Вау. Нет, спасибо. This is your workshop, your playground, your command center. This is your multi-operator laser extractor. Argo Astronautics, building your future. Out here, you've got your crew and your ship. Смешно, что у них до сих пор старый арт Мустанга на Getting the job done. магазине. This is your workshop, your playground, your command center. This is your multi-operator laser extractor. Argo Astronautics, building your future. Out here, you've got your crew and your ship. The only thing that matters is getting the job done. This is your workshop, your playground, your command center. This is your multi-operator laser extractor. Argo Astronautics, building your future.
Так, геймпакеты. А я хочу посмотреть, что в наборе. Что у нас тут? Lifetime Insurance. 1000 кредитов. Краска. На красках. Ну, краску это можно купить, чё я. Стоп, я за 15 баксов могу сделать себе Lifetime Insurance на Титане. Ну, превратить Титан в намат и превратить 10-летнюю страховку в Lifetime Insurance. Интересно. Ладно. Так, где мой набор? Вот мой набор. Да, там 10-летняя страховка у меня. Сейчас. Информацию получаю от сокланов. Не, пойду хапну что-нибудь там. Какой-нибудь из мустангов. Его почему бы нет. Attention visitors to the Intergalactic Aerospace Expo. Please take care of viewing the vehicles on display. Remember, they're here for everyone's enjoyment.
to take risks. Consolidated Outlets invites you to explore their brand new ship. Nomad. Все-таки ты меня интересуешь. Блин, птичий корабль. У меня, конечно, есть какие-то претензии, но, блин, это птичий корабль. Птичий корабль. Плюс ты немного похож на Aspect Explorer из элитки, что уже хорошо. Может, его все-таки можно арендовать? Nope. Вау. Телефон просто напевание воспринял как окей Google. А сейчас я сказал окей Google, и он совершенно это не воспринял. Сейчас он второй раз сказал, ему пофиг. Молодец, телефон. А, блин, скины теряются при улучшении, окей. Окей. Окей, печально. Так. Так.
Где все-таки у тебя гравизахват, а, гаденыш? Где он должен быть сзади, потому что сзади грузовой отсек и все дела. Логично, логично. Может, это управляется с этого? О, уже кто-то умудрился его повредить. Как вопрос? Чтобы их тебя поднять отсюда. Видимо так. Ладушки. Может, вот это вот будет? Давай, давай, поднимайся. Да зачем? Оу. Вот он. Вот он, этот гравизахват. Я его нашел. Ты же будешь стоять в том окошке и управлять им. Я понял. Окей. 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 Имеет смысл. Ладно. Знаете что? Да, к черту. No nomad. Блин, сейчас есть шикарный набор с ним. Где он? Ух. Friendly reminder that the Tobin Expo Center is a STEM-free environment.
Так, это все оплачено. Окей. Вроде нормально все. О, это то же самое. Пофиг. Парам, 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 парам. Отлично. Погнали отсюда. О, у меня оранжевый теперь UI. Ну, почему бы и нет? А, ну да, у них же оранжевый UI. Я и забыл. Значит, по идее, он плохо подходит. А, хотя он для белого environment плохо подходит. Он исчезает весь на фоне белесого неба. Ох. А нужно было всего-то добавить Drop Shadows для этого всего дела. Вы и ах. Вы и ах. Ладно, валим отсюда. Бежим. У нас новый квест. Нам нужно найти получше броньку для этого. У меня была какая-то бронька с плащом. Я не помню где, что за дверь. Видимо, только для персонала. Мне кажется, большая, довольно высокая дверь, но нормальная. У нас в клинике такие стояли. Ой, здесь можно что-то купить. А мне нужно что-то? Нет, но сниму-ка шлем. Возьму буррито. Хэм. Cheddar and ham. Да, почему нет? 8 кредитов. Они офигели. Ну, хотя бы вода. Всего по 3. С астероидов до сюда довезли. Оставим здесь. Кому-нибудь подарок. Держите, ребят. А, черт. Забыл. Нет, не пей. Да, твою налево. Похоже на ребят из моей организации. Может, это они и есть. Пик с ним. Наш любит в этих костюмах ходить. И в поломных шляпах.
Да, привет. Рион. Мерзость какая. Оу. Привет, бездна. В бездну я прыгать не буду, спасибо. Где мой шлем? Какого фига? Шлем одевайся. Что за джин? Нет. Эй, шлем. Нет. Шлем. Шлем, какого фига? Только не говори, что ты исчез. Ты не исчез. А ты просто не хочешь работать. Бывает, ладно. Всякое бывает. Почему бы и нет? Capsule now approaching station. Stand clear of disembarking passengers. Это куда вообще? Я туда стою? Таспин Грант, нет. Я, по-моему, хочу. Черт, не успел. Ладно. Шлем одевайся. О, фига шлем. Шлем. Capsule now approaching station. Stand clear of disembarking passengers. The capsule will be leaving the station momentarily. Опс. Погнали. Так, это Commons. Шлем все никак не хочет одеваться. А, мы уже подъезжаем к порту. Да.
Мы на месте. Mr. Sandman, give me a dream. Лифт? Ты опять не работаешь? Ты опять не работаешь, да? Ты вот единственный не работающий лифт. Опять, да? Похоже на то. Как быстрее приедет. У этого хотя бы засветилось, что кнопка нажалась. Тот лифт опять не работает. Вот единственный не работающий лифт. Опять. Смотрим. Окей. Нет, стоп, зачем? Нет. Во-вторых... Бам. Славно. В-третьих... Шлем одевайся. Шлем. Даже не отображает то, что на мне одето, так что давайте-ка я перезайду. Нет, пока не буду перезаходить. Сперва свалю с планеты на станцию. А там уже посмотрим. Эргобол. На 46 часов. На 48 часов арендуется. Круто. Давайте последний раз пролетимся на Пасисе. Пока он у меня еще есть. Мне нужно перезапустить игру в целом, чтобы принялись изменения. Посмотрим. Я не посмотрел, какой ангар. Кажется, ангар 6. Кажется, 6, но я не уверен. Нифига не 6. 9? 7? Не 9. Как насчет 7? Сейчас покатаемся. Пятый. Что я все удаляюсь и удаляюсь. Все дальше и дальше. Ай, 5. Нет? Нет. 4.
Ай, 4-й. Это был 4-й ангар. Открывайте. You are clear to launch. Aerospace. All systems online. Landing gear raised. Thank you. And please visit again. А, не видно станцию. Плохо, но видно. Семь километров. Прощай, круга. Прощай. Прыжок. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Главное, не протараньте. И все будет хорошо. А шлем все так и не оделся. Please proceed to assigned landing bay. Шлем не смей ломаться. Ты мне, зараза, нужен. Landing gear deployed. Так. Теперь нужно максимально подойти сюда, потому что я без шлема. Оп. Complete. Engines offline. Погнали! Все нормально. Все нормально, мы живы-здоровы. А надо шлем одевать. Дамочка безумная. Кому нужны шлемы? Эх, боль. Нестерпимая боль. Клянемся. Теперь просто неприятно. А я могу отсюда? Нет, конечно нет. Плюс он не посажен правильно. Почему эти не работают? Инвентарь вообще не работает. Отлично, сюда я сел. Ввалим в меню. Что-то плохо валим в меню. Что игра просто повисла. Да, игра просто повисла. О. Черный экран. Всеми любимый черный. Что в этой обнове много черных экранов. Слишком много черных экранов. Сколько... Ух, йоу, уже 10.
Ох, уже 10, знаете что? Я думаю, на этом можно закончить. Да. Ибо мне завтра рано вставать, рано уезжать. Давайте я на сегодня закончу. Спасибо всем, кто заглянул. Спасибо всем, кто пообщался со мной в чате. Удачи и до встречи в следующий раз. Пока.